Здорово, реально, вопрос doksoruga ответит диидуда, somebody. И до история, улучшадиен Петри. Инта реально, хокка хариш мегерюя, доклига лега сбадилиш, что историю тунлятия и вообще. Тани хая Ютер, вообще. английский. Матаюш университет, мировой, человеческий, от Запада, дуния, человеческий истории, беспристрастно собирает яш, университет, историю, как арбуаши. Они просто, ну, от арбуаши признавать, и просто войны, что, я был на обыте, бизнес моего, так, šī biznesa daļā, kā arbošoju dūca modēķi, штук, лабен, какин чугатын, ши физический, тук буи, ши цадинна дәци, харса палви модēķi цервой, ой бизнес и цер. Так, но они сами же знают свою историю, знают подлинную. Просто, уэя, религиозной истории от сна тяжче. А религиозная история отличается от настоящей истории, потому что религиозная история – это миф. Адам Хава, Хади Аллах Бога, это абсурд, никакую это не лезет. Как мы можем от одной пары Хуцун Берш, Волшия Мари Иван, это религиозные мифы, просто мифы. А подлинные истории, конечно, собираются. Дальше как сформировалось все. Просто в английских источниках ища потому что русскоязычные истории и пространство и от России полностью заполнено на деградацию и поставку рабов Мекку арабам как можно больше. Взамен арабы проявляют лояльность и в большинстве своем поддержку именно Русне. Все арабы поддерживают Русню в этой войне. Там американцы, по-моему, наверное, или английская королева заставила саудийцев там сделать вид, что они поддерживают Украину, прийти и заплатить им миллионы долларов, или, не знаю, тысячи долларов, десятки тысяч, но огромное количество денег они заплатили, пришли, там какой-то вид сделали, но мы же знаем, как Бен Салман недавно Путина встречал. Бен Салман вот целуется с Путиным, а вот этого Байдена, вот свободных президентов и премьеров Бен Салман так не приветствует, он своим видом просто посмотри, кого он, как Путину они красную дорожку ложат, когда он идет. Они так его встречают, потому что Путин им поставляет рабов. Там университеты поставляют рабов. Русскоязычное пространство полностью под контролем Руснию. Они туда любой контролируют, я считаю, полностью. Цундецацик просачиваться, что дает истинной информации. Там все религиозное, мифическое, как можно больше людей деградировать и делать их тупыми. А их ресурсы будут потреблять и продаваться. Такой бизнес и... Но не сумца, как будто цаульшенца, онок борса. На самом деле, специально дебилейн, лейн. Хунт я, что, шбуин, я жнеян, хоть объехом, хеста. Худи давай, да. Пускай, да, хотя худи дует. Да, я дует, хуак дует, но... Наличный счет, да, долго и больше принимать, и да, свои. Лейцен ще бут der не бизнес лейцен, не юах иецер лейцен, что вещь лейцен. Ше хума йоч. Пожалуйста.
Пускай будет. Анидерор, хинз хажлаас, он хейтер, он хочет что хайл, и то, что там история есть или нет. Хинз приходящие все эти люди, да, чувак, бальцин примерно, они не понимают вообще, просто так, атеисту, гязу шуца, хауи атеист бог, да, хауи ишбу атеист бог, да, они не понимают, в чем суть Атеист, дела. кстати, что Не, было интересно. Вот Согу, например, атеист. Они не понимают, в чем захватиться, зацепка, именно зацепка, мечаются цен. А просто так бусудина, дальше, они не верят сразу цена, доказательства глубокие, которые можно их, цепляться куда-то, да, допустим. Что да. Işte сумбал царит, Куран шадек, эльчи, они вообще головялся, ол, допустим, царь демагогию, царь удит, конечно, Бахар, они это, нормально умдуют примерно, что царь дойлу моей, но не то, что, в реале это вообще клиникер моделил, что. А хин свой вопрос доса антитеррор. Именно в Баладиджу хал вопрос хал там был, и может, если хочешь, не ответь. Именно это, то, что ты подумал насчет именно бусобдин, зацепка, именно Петре, идите, допустим, Да, и вообще это просто история. Она может быть и ложной, неправильной, абсолютно. Петрицы и храмы, и Тугбу, это вообще с ним не связано. Бусобдин, точка, и Коран полный бред, палец полный, ёл, мал мутный источник чубиш, буи, мал хиш, буи, дуния гуанта, дуку юкаш, имяло, пал. Что душу дня. Я Махди, клянусь тебе падающей звездой. Да, звезда падает, бу. Дук, что чуай. Любую страницу возьми, абсолютный бред, бессмыслица и тупизна. И поэтому придумано тысячи тафсиров, чтобы объяснить этот бред, понимаешь? И все они разные. Как так? И все они, еще тафсир дина, что? Уж мелвега разные дин. Ишевега ученый ок, представь, да, ишевега бао. Как может быть, масаб юкетли? Сан масаб я мажиала зол, бэштаган тяхвеш. Скорее всего, ши ЛГБТшные хилаи имамуи. Малику я шафи умилогу цасу, лама сдубок, мажиала зол, контент тяхвеш. Ши ЛГБТшник ёлша, то по своему мнению масаб калан. Лаймас таду боцуна что задребешь. Нормальный натурал хочу, теду и имам. Таду ба. Не знаю ба, вообще хренак ба. И ви и ниса у ботах бусобна. Халаш. Хашта учин шафи масабя. Зучун тяхваш ламас дух, асхама аллар. Хакима ти вал хашта учин, Хакима ти халош шафи масабя. إيو حاجة عائلة كيم شما دواسنا حي مالك إي لحنبل مصد دي يقو زوتشن تياقو إجلا مصدو شون تياج حاجة كرتيتسا دياش أستوغان شو قوبا لأياتش سنتي تيكتا زودري تجري أوش يقي بوكي تا دياش تيك تيجنا تا لا مسكرا المديزي تا نيكاك شافع مصد تا نبركاتو سنتي هاي Киеч масабти яки гоцоош на обратно шефе масабти якао ионис бусоб таго короче цен бусоб таго кодат хажя хай титула юзао хаж падрол ду вео хаж падрол حانهم نختقيتي إسوا محا إيشر ش حارم دبوخ
Ama bu темно, что эшер наши школе. Наши, по сути, и же эшерюк. И я не понимаю, когда поют на исламские темы, харам музыки отменяется. Ты разделение делай на эшерш и музыку. Хотя бы терминологию, понимаешь? По-моему, насчет нашидов, инди арабский мохтбат и джоуцара халшени халбекин санхит, любой нашин хайет, переводич, особо, ну, Аллах уч, ишти улцериш, нагай гиоцуг. Ну, одним словом, ишти харахили, хавини, вишхили, бог, амуш хулзе переводчика, нашичтя. Аш нашич лахашейн магина царь. Типа, ну, как это понять? На арабском можно? Привет, ты слышишь, привет. Боже, сделал. Сам жоп делаю. Нашид это, по сути, та же песня. Сейчас, секунду. Ну, арабский, если через арабский, то это возвышенно как-то получается. Сам делаю жоп, это болкон. Определенный такт, частота, короче, хажин дует, хаттарди, и мух чем мерить тоже. Прибор, шушуэльч. Короче, в итоге убежал у меня. Домысливать модельшиша. Музыка это одно, это инструментальное сопровождение. А эшир это уже голосовое. Чем оно хуже тогда? Повтори. Бамба здесь было. Бамба не спо. Если вы будете вот такие вещи говорить, то что я лагаю? Абдулла, что он скажет, то что вообще элементарно он вхож мабаться. Я здравую мысль услышал. И один совет, если вы собираетесь критиковать ислам, то не надо дадим глубиться. Разница в том, что вы глубитесь, а не критикуете. Тогда кто вас будет слушать, если вы будете лгать, там, подкладывать какие-то лживые истории, где-то что-то услышали? Это неправильно делаете. То есть не то, что не научно, но это не здраво. Если вы можете быть атеистами, кем угодно. Бамби, есть такой хадис, Бамби, есть такой хадис, где говорится, выступайте против неверующих, язычников словами, поистину это больнее, чем вы будете наносить им удары ножами, оскорблением, там, унижением, там, словами выступать. Даже вот исламский апологет, ученый рассказывает, что вот Иисус, он с оппонентом из-за против там, как это... Там, я не понял твоего вопроса. Ты говоришь, что есть такой хадис? Или есть что такой ты хочешь хадис, сказать? который, да, есть такой хадис, который дозволяется против иноверцев, там, христиане, иудеи, там, язычники, против них выступать с оскорблением, унижать их. Ты ошибаешься. Почему? Даже не ошибаюсь, ты ошибаешься, я тебе приведу толкование этого. Это если тебя оскорбляет, тогда ты можешь взаимно. Нет, лучше прочитай и не спорь. Нет, это не так. Хорошо. Где какая религия оскорбляет ислам? Примерно иудейская и христианская религия оскорбляет ислам? У меня вопрос тебе такой. Ну вот ислам оскорбляет... Сама по себе никакая религия другую религию оскорблять не может. Люди оскорбляют. Когда вы глубитесь, да, подбираете слова глубже. Еще раз. Ты дай договорить. Не обрезай мой разговор. Приведи пример оскорбления ислама. Приведи оскорбление ислама. Хорошо, я тебе привожу. Воюйте с теми людьми, писаниями, которые не веруют ни Аллаха, ни в последний день. Это включается война против иудеев и христиан. За то, что только они не веруют Аллаха. Вот хорошо, я тебе не буду рассказывать толкование. Подожди. Другой аят. Да не надо, ты один вопрос задал и уже, короче говоря, не хочешь ответа услышать. Я тебе отвечал, то, что ты мне задал, я тебе отвечал. Я тебе еще раз говорю. Да, я тебе поясню его. Где сказано... Отвечай, это Вообще, запретный месяц,
убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружите, осаждайте их, берите плен. Все, дальше я знаю. Ты можешь не продолжать. Я тебе поясню. Мне, какая религия призывает поясню дальше. Очень одним поясняю. Ты практику, историю ислама затем знаешь после этих аятов? Нет? Повтори, пожалуйста, повтори еще раз. Ты знаешь историю ислама после этих аятов? Очень хорошо знаю, очень хорошо. Ты не знаешь, где ты видел практику, где убивали бы просто так христиан и иудеев в халифате? Назови мне места, где просто так, за то, что они веруют, убивали бы их. Вот тебе Мухаммад примерно. Еще раз говорю. Знали иудеи, христиан Саудийского полуострова. Еще раз говорю. Ты мне назови, когда халифат распространился на 3 континента, да, чтобы общины просто вырезали. Тогда не было такого гуманистического настроя, как сейчас. И можно было вырезать всех. И после этого никто бы им упрека не сделал. Именно такие времена были суровые. А ты сейчас говоришь, что эти аяты предназначены для мушриков. Подожди, не мешайся. Дайте мне ответить, пожалуйста. Да ты демагогия, не занимайся, мне отвечать не нужно. Это сказано про курайшитов. Демагогию занимаешься сейчас ты. Апологет ислама. Ты как апологет ислама. Я ученый, религовед. Хочу обелить. Твоя религия насаждала плату за то, что они не верят в Аллаха. А тот, кто отказывается, убивать. Ислам есть такое правило принуждения. Либо ты принимаешь ислам, если не принимаешь ислам, плати закат. Но если ты не платишь закат, тебе смерть. Нормально. 3 выбора. Нет. Больше нету. Антитеррор. Да, Аллах, джизья и закат – это разные вещи. Это раз. Он все сейчас мешает, хочет пробежаться. Я вообще-то я не про закат. Но да подожди, ты уже наговорил много. Ты хочешь услышать ответ или не хочешь от меня услышать? Бамба, да я боюсь, что вы меня не слышите, он меня перебивает, и все. Ты, Бамби, сказал, что Жопа долетает, он даджала долет. Вы спорите, шанс амошие point оюль, а у возразить то еще не оюль. Ишта по очереди даешь не это дайте человеку договорить, он дальше так клеймю. Оказывается, раскаш дуючтан хомдукнин, раскаш олох вот это ёк территорию 1/7, 1/6 часть шути. Пришло просто, короче, состав войти един. То есть и сам дуешь, что халифат вот так на 3 континента, как овечка, просто так распространился. Короче. Тем более изолшил времена шуи, вот когда Чикатило был, армия, кажется, международные права еще, чумаю. Вот Ацхена утверждает, что если бы действительно ислам был такой убедительно мирным способом распространяться религии, он 2 метра из Аравийского полуострова просто не дошел бы. Такие времена были просто. Ну, поэтому мне интересно послушать. Дайте ему рассказать, как так ислам распространился на 3 континента и при этом, оказывается, никого убивать не предлагал. Тесла, я потом, после того, как он ответит, задам ему один вопрос. Да, можешь задавать. Объяснить Тейтахцу, как он этот... А чей вопрос мне отвечать, Тесла, на этого Даджала? На Даджала вопрос, который ты хотел ответить. Я сам просто ремарки. Так он несколько вопросов в одном задал, и я уже даже не помню, что он это задает. По поводу... Хорошо, тогда я тебе переформулирую его. Переформулирую, как ислам распространился на 3 континента, если он предлагался Ахмабар, не предлагалось кого-то насильно, скажем, завоевывать или заставлять принимать ислам. Завоевание. Что? Завоевание. Завоевание это дику. Хинцу эллиг мадуиш, насилие есть завоевание. Объясняем дальше. Завоевание. В первые годы завоевания это все было на территориях арабоязычных, чтобы вы знали географию, посмотрите, это раз. Во-вторых, личного принуждения к исламу нету, выбор есть.
выбор дается, принимаете ислам, объясняется, да, что приходит. Момент. Подожди, потом, да, я сейчас закончу. Неправильно проинформировал. Я сейчас закончу. Нет. Я сейчас закончу. Там критики много, и это можно сделать. Хорошо, давай, я тебе Я закончу по поводу джизьи. Да, закончу по поводу джизьи. 3 дня, да, до раздумья дается. После этого джизья что такое? Джизья – это налог на неверующих, ислам. Что этот налог? Ну, опустим мы сумму. Унижение. Унижение. Не давайте лжи отъехать. Я так понял, я поэтому не хотел с вами разговаривать, потому что вы 20 человек. Я не дал по поводу... Ответ, Делла. Ты сказал, что ислам сначала завоевывал халифат арабоязычных. Я не знаю, какое имеет отношение, сначала завоевал, потом завоевать Мадиницу, то есть насильственно распространялся. Но все равно, сначала он, Пайгамбар велича, халифом стал Абу Бакр. Буквально через год он напал на Персию. Персия не арабоязычная страна. Огромная империя, не спровоцирована, на него напали арабы. Угрожать, их пустыня нафиг никому не нужна, там ничего не растет, поэтому там расплодились. Ты только что сказал, что ислам распространялся, нападая на арабоязычных. Я не вижу здесь какой-то, почему на арабоязычных можно нападать или нельзя. То есть, оправдать Яшу, точно, например, как вот этот Раски Мири Ишбари, Дугин и, я не знаю, Соловьеву, они оправдывают свое завоевание вот такими способами, почему Российская империя распространялась на этих нападала, на тех нападала, и это было нормально, И Санху оправдывают Яшу просто. Тебе всего лишь нужно сказать 2-3 вещи, нельзя ни на кого нападать, ни из-за какой религии. Я можно задам пару вопросов буквально. Бамби. Idag du чувари, когда дитстеншн. Можно. Бамба вистралитиш жогозагаш, дейл вистралит. Ладу ордар худючти. Давайте мы от темы не отойдя, задам вопрос. Бамба, первый вопрос. Ислам справедливая религия? Вот на этот вопрос ответь. Да или нет? Тесла, я тебе дальше продолжу, у меня микрофон вычислил. Ты, когда говоришь Персидская империя, да, ты не учитываешь то, что как и Российская империя, огромных территорий арабских, где население было арабское, оно уходило в Персидскую империю, как и в Византийскую империю. Ты понимаешь эту разницу? Ты даешь, я так послушал несколько дней, да, на все, короче говоря, вещи, какие-то странные ответы, но у них нету ничего. Комментировать, например, говори по существу дела. Арабша, царах бин был в результате халифат распространился, как русский язык на нас сейчас распространился, и как я ловко... Да, арабов тогда точно не было. Так же этих людей превратили арабов. История вообще... нулевое знание, если ты думаешь, что где-то там страдали какие-то арабы, оказывается, 500 миллионов, и халифат их освобождал от персов и там от, не знаю, от египтян или от еще чего. Это были разные народы. Просто возьми историю, покопайся. Шей Муатбоч, арабский Муатбоч. Арабский язык, точно как и тюркский язык, в Османской империи распространился, точно так же распространился, как арабский язык на нас. Это язык завоевателей. Ливанциш, египтянш, Эфиоп. Магриб, Алжир. Это не арабы. Они не говорили на арабском языке. Как ты можешь утверждать, что это было освобождение арабов? Общая история, я не знаю, это какой-то вообще, невероятная идея. Хозяин, Тесла, ты освобождаешь-то, Дайте я задам вопрос. Секунду, освобождаешь. Шварт дīti tīštum to hazumš dītus, dītam vēlavaitan, ja? Так, hazumš džima bilgaldo daroj, diktēmš jerco, mēla išta, sverhu dīca,
Если вы не знаете, что значит. Ну, Ладно, идите еще в конце он узнает. Потом скажем, Эдуашен, это идите тиштен, валац. Что интересно, дуканер, что за... Он просто единственный, кто зашел и сказал, я ученый, он сказал, я ученый, я знаю Он сказал, ислам. я Это единственный. религовед, я религовед. Вот, я хочу религоведу вопрос задать. Ислам справедливая религия? Пусть на этот вопрос сначала ответит, далее я задам второй вопрос. Ислам справедливая религия, да или нет? Ты мне выбор даешь между двумя ответами, да или нет? Что Ну, тут же можно однозначно. что такое справедливость, Ответ. по-твоему? Нет, смотри. 30 лет нам лапшу вешали на уши, что религия, ислам это религия мира, добра. Но когда над этим начали стебаться, и когда поняли то, что это абсолютная ложь, тогда придумали новый лозунг. Ислам – религия справедливости. Вот я тебе задаю вопрос, это религия справедливости или не религия справедливости? Хамел Вара, кто это задавал мне вопрос сейчас? Кто сейчас вопрос задавал? Дамьян. Объясняю тебе, но вы даете объяснить. Как и любое законченное учение, у ислама есть ответы на вызовы времени или ситуации. В том-то и дело, что когда говорят ислам мирная религия, она мирная, пока на нее не нападают. Она посреди... Нет, я задаю вопрос не про мир, я задаю вопрос. Ислам – религия справедливая или несправедливая религия? Опять же, точно так же ты сначала задал про мир, а потом сказал, что сейчас говорят, да, ислам – это справедливая религия. В чем состоит справедливость? Sabadešta, žaptartīšana. Антитеррор. Ты должен был задать вопрос, если ты считаешь справедливое, в чем ее справедливость, ты должен был задать вопрос. Вот и все. Равенство граждан, равенство людей. Sabadešta, справедливость, бамба. Справедливость. Масала, как шуваши. Не шуколёквашин. Она, сона, не швабок, доказ. И все. Ислам дин, не шваяшдин, дуй. Я дать. Они сумуцаются. Шариат должен? Все так, я элачу, когда шаэл, так я думаю, уже и тут вопрос, повторить дин, начал. Дальше волосы, дорой. Не шваяшдин, дубустодин, боа. И два ответ. Дальше. Он спросил, равенство есть? Я сказал, есть абсолютно. Сначала спросил справедливость, почему ты потом говоришь, ты спросил мир, сейчас ты говоришь, я спросил равенство. Начал. Асхат Мегардари. Давай. Не, Евронов, я закончу, я закончу. Послушайте, Дайте я закончу. вы мне не задавайте вопросы по фикху, да? Я же не специалист по фикху, я религовед. По основным вопросам. Началось. Нет. По основным вопросам. По истории, социологии. Бамба. Хорошо, Бамба. Теперь вопрос. Зачем тогда ты защищаешь и исповедуешь эту религию, если ты до конца не знаешь? Если ты не знаешь, что там, может, есть какие-то ошибки или еще что-то. Почему ты зашел сюда с умным видом, с надменным таким видом, на нас тут, извини за выражение, просто наезжаешь на нас? Для чего ты это делаешь? Подождите, я вам сделал критическое замечание, что вы начинаете глумиться. Если вы хотите критически относиться к чему-то и критиковать, да, то вы должны быть более просвещенные, чем я. Понимаете? Бамба. Сатира – это самое лучшее оружие. Нет, сатира, оружие лучшее. Оно начало применяться в XVIII веке. Французские революционеры против церкви ее применили. Если вы не читали, там, Монтескье, вы не знаете об этом. Да, не будем отходить от темы, я тебе задам вопрос. Я не отхожу, я вам примеры приведу, как вы любите это. Ты сказал, что ислам, религия, справедливость. У меня к тебе вопрос. Да. У тебя есть водительские права? У тебя водительские права есть? Ну да. А шариат запрещает христианам, иудеям, запрещал ездить верхом на лошади. Ты считаешь это справедливо? Да, я считаю это справедливым, потому что точно так же на той стороне запрещали это, изымали у иноверцев
христиан, изымали боевую машину, так сказать. Кони были боевые. То есть это боевая единица была. То есть, Подожди, Опять, еще раз говорю, это не во всех странах было. Приграничных странах. Свободешься, секунду. Что докладно неясный исламский ответ дать. Короче, цара и двор, аса и дербошто. То есть выходит сонох, чего сакет мя и эгю иза. И олбьехом иза. Und сонох, чего саценхом ду. Сосай чулани хош бусоб нарик хош. Бюч был от христианч барит на той стороне, хотя Бог цахил меки 100%. Бог дала, неважно. Еще сон иди наш бьехомшу, хар имагуаштал, хар бусоб дина, хар бусоб на хар бьехомшу. Он теперь сонохчу, со му амину, сонохчало хубо. Цана цабьехом ялах, цуна тармалу, цуна отарлахо, ие гьомбо. Ханохчу уха силах эльвешу. Цунс тараел, исан бьехом цахуш, дикчунс, сила долчунс, нохчалли цани. Хаз сила гас die botsum sug noch chalo. Busov da khil it's ождараш, да, всегда он Allah дозволяет нам воюйте с ними так же, как они воюют с вами, короче. Типа царя бьехом шлелдо, в чем смысл тогда ислама вообще? Какой смысл был, если одних вот этих бьехомшев Аллах наплодил? Зачем он еще одного бедуина послал, чтобы еще таких же просто бьехомш наплодить? В чем смысл? В общем, сохиеч сонохчу, у сохиеч положеният, и бусал дня иштрилищается, но и хили сун хиян, инсун и бусал дин харц духиян. И бьехом, и ол бьехомш политик имперской идеологии. Ничего больше. Никакой религии. Ну, религион. Расформировать всех и вся на единицы и контролировать их. То есть религия синоним разделяй и властвуй. Это разделение каждого и человека в себе, и семью в себе, и всех, и культом личности, чтобы у них ближе отца и матери был культ личности, как в Северной Корее Ким Чен Ын, как в сегодняшней Чечне Кадыров, как и для Русни Путин. Личность больше, чем мать и отца, почитать и поклоняться ему, и выполнять абсолютно все его приказы. А если твоя мать и отец будут против, то они являются не религиозными, не мусульманами, подлежат отрубанию головы, да и вообще их можно оставить. То есть религия мир, но еще раз подтверждение того, что религия является инструментом для контроля и управления массой. Хаймерс, это Бамби. Если Бамби, наши солдаты, это ответ мне напоминает, если их солдаты изнасиловали в нашей деревне женщин, то давайте в отместку в их деревне изнасилуем их женщин. Это не к справедливости, не к понятию, это вообще принцип коллективной ответственности. Кому не применять это? По классовому признаку всех буржуев, там, всех мещан расстрелять, утопить. По национальному признаку. Я только что зашел. Кто-нибудь может объяснить, в чем суть дискуссии, в чем проблема? Давайте в двух словах. Давайте вы не будете мои слова потом переделывать на свой взгляд. Вы из гуманистических своих взглядов, которые сейчас распространяют, либеристических, так сказать, взглядов, начинаете критиковать. Ты ошибаешься, либерал, Ватсон. Очень споры, очень либерал, Ватсон. На самом деле это нигилизм высокой степени,
по отношению к исламу. Более того, вы разговариваете, сейчас вы, конечно, немного сдали, да, вот там антитеррор дичтаги, несколько раз. Это нохчала. Во-первых, опять тебя предупредили, не комментируй, аж идири, ты комментируй по поводу вопроса. Ты только что четко, внятно сказал, что царь Тох Водик Дур, то есть ислам, мусульмане делали плохое, потому что они там делали плохое каким-то другим людям, которые, конечно, к этому плохим вообще никакого отношения не имеют. Это не имеет отношения ни к либерализму, ни к каким-то либеральным центрам. Это нормальная справедливость. Только за свои действия. Тесла, подожди, это интересно, где это, когда аят про джизю не спаслался, где-то христиане на другом континенте, даже не слышавшие об исламе, унижали мусульман и вообще бусал на свой нахилобац и аят душа от деревни Ал-Ара, мягкие деревни яцы, мягкие цигар Ара, кацана бусал дин хиладац, Мухаммад учтилшха цигар. В основном. И христианчи аят душка на джизело унижены хилит бошена. И диа хульцана. Интересно, где кого там унижал. Даже если унижал босс, если унижал, это аргумент вообще для меня, как чеченца, это опять же подтверждение, что горша бью хумшью. Und цедино цана насиловать бяшбала, насиловать бамагдо и хундош элчо бусал таго защитят яшолчо хогбан бисбо. И хундуари хюля цар идур дер. Бусалбнаян, цар цундер идур. Это асуна сун и царматумду. Суни инзархумду. Тесла с первой довольно ходи лор и лекцию 3 дня давали, типа, на что-то, там, 3 дня на что давали, мамба? Думаю, принять решение. Принять ислам. Сонитно, угро. Просто элементарно там, летишь. Минутку, пожалуйста, дай мне. Если не поменять... Падро, подожди, пожалуйста, минутку. بامبا أماد شاعر قدي الله قدي ده سونا دليل عيوه توعدين شو هنا أنا بيجو كوارت بقر باش يحكوما أنا دين ده إدو أو تبي أردو باش دين ده تبي أردين ده إشتان تكون شو عدوش تخنان حيهاش بيو ملو قماليش هنا تخدان نانج أو دختيس تكون هردين باش قمال ده شيدو حدين دوي حدين شادو دين شنبدين يشتو حدين وتسيبا. Тогда отсюда доказательства я либо из Библии, из Торы. Покажи мне, где они говорят нападать на мусульман, убивать. Но в твоем Коране это призывает убивать. Это в суре Тоба. Аба нет принуждения религии. После неспослания суры Тобы все мирные аяты аннулированы. Понимаешь? Это неправильно мусульмане, но они мусульмане все-таки. Ну, вы будьте терпилы, дуй. Она так не пройдет, дуй, так не получится, дуй. Нормально. Бамби, дайте ему 2 минуты, 3 минуты, сколько он попросит. Дайте, пожалуйста. Вы не даете ему говорить, 5 человек, вы дайте ему договорить нормально. Объясните, не даете говорить так. Собордаешь, кенти, да, шу, мела развитие ду, хума тяхпышту, хума дэш, мела, со всех сторон развитый душу. Шех дадю, что хумана, что ладуха диза, шеш развитый, да, шех да, что г, да, хуман тяха, шен эвиан вот г, чин, удбаквали, хаус мадизи шу, есть, банду бош дегдат вай ху цивилизованный дочь дуис я развитый дочь дуис я хитрин дочь хум дуцу вай нормально вистхал гэр что гухис да он цогулуч ху дуцга да и шеш гил дочь дуэл
гейтгеш модачу, шегергил, дохпиту дош модачу, дати, так вистрелитишь, так ладуариш, ишта аккурат, хирду алхицун, да рехто большу, баркалшун. Бамби да вистрела хадица хонслу. Защитин хайдин. Тут Тесловская ученая степень, да, я ее не в России получал. Его, ну, по поводу Таубы, ты хочешь услышать, да, Тауба это когда ниспослан Хаджала, мединский период, когда они воевали с мушриками Мекки, это раз. И если вы, наверное, никто не догадывались, там определены, тогда определены методы войны. Если вы внимательно прочитаете, ну, в христианской критике вы обнаруживаете, вот там туда, почему сказано, рубите им пальцы, бейте по этим, яхтих двух вы не увидели, да? Вот, там определены методы войны. Дальше по поводу, я не договорил, вы мне договорили, это, в общем-то, исламская история. Я полминуты говорил. Что потихоньку два слова ставят, что уйдешь, а штук дица. Насчет того, что мединский период, да, в войне Цахунядина, Дюасандуис, Ила, тогда, по твоей логике, этот Коран там же, где он не спосылался и остается. То есть на это время, в этом моменте, Дюасан Айт, ну и все, его срок годности в тот момент исчерпан. Дальше? Нет, он не исчерпан. Ну тогда в чем смысл говорить, что Мединия Хунядина Кельчхайна Дюасан Дари, типа он сейчас же этот аят не действует, он не способен, он тогда во времена пророка, когда пророк воевал с кем-то многобожниками. А сейчас он типа не действует, Бог. Я не говорил такого. Он действовал. Что там сказано? Он сказал, что воюйте с ними, пока они не примут ислам или не отдадут своей рукой джизья, налог на неверующих. Так? Те, кто не признают Аллаха, не признают его ограничения, его писания, воюйте с ними до тех пор, пока они не подчинятся полностью или не станут платить джизью, будучи униженными. Перевод некорректный, когда говорят, будучи унижены. Само по себе проигрыш войны, это как бы все воспринимают как унижение. Вы согласны со мной? Не совсем. Абсолютно. Можно к проигравшим относиться благородно. Нет, благородно можно относиться до тех пор, пока они не накопят силы и опять не ударят в спину. Не, мы говорим о проигравших оккупированном народе. К ним можно относиться благородно. Можно, все. Вопрос исчерпан. Но мусульмане благородно не относятся. И Аллах призывает относиться к ним как к униженным и брать у них дань. Все, вопрос исчерпан. Что там, кто там, потом что сделают, спину ударят. Это не важно. Главное, факт в том, что благородства в этом аяте и в исламе нету. Дальше. Ты делаешь заключение. Давай мы договоримся сначала о том, что мы говорим фактами, да, и мнениями, но не делаем заключение тому или иному сказанному. Не договариваемся. Не, мы обязательно будем делать заключение. Либо ты скажешь, что я не верю в эти аяты и отрицаю эти аяты. Ты, если признаешь аят, где сказано, воюйте с теми, кто не признает ограничений Аллаха, его посланника, до тех пор, пока они не подчинятся полностью Аллаху или не станут платить джизью, будучи униженными. Признаешь этот аят? Я признаю этот аят. Признаешь его? Если ты признаешь его, значит выходит, благородство есть в этом аяте. Относиться к
относиться к проигравшим или с теми, с кем ты воюешь, из-за того, что они не признают твой культ поклонения, ты просто воюешь с другими народами. Ладно, воюешь, силы есть у тебя, завоевал. Потом ты говоришь им, вы либо принимаете мой культ, согласно этому аяту, либо платите мне дань, оставаясь униженными. Благородство есть в этом. Социологическое определение культа – это ритуалы. Благородство есть в этом или нет? Подожди. Ты не можешь мне таким образом... Не, ответ на вопрос просто не можешь, надо. Вокруг да около. Благородство есть в этом? Вокруг да около, да. Ты, послушай, есть в этом благородство ответишь или нет? Юдер, я тебе докажу это. Свободен завоеватель, но язычник он, ногчи. Свек бах са язычество не цхилдера, свек вахтавела, свек хавахквела, хамет каяхквела, сакараво, свек ниц бушварт. Аспах язычник хуль, или асун дан платить униженный, что. Все права шхиряца, горант алила и шхиряца, что даял отбросил общество, то высшее общество, а нижнее униженное общество, а дань платитель. Благородство и цюка. В твоей конструкции я мусульманин? Да без разницы. Ты не веруешь в мой культ. Ислам это такой же культ. Нет, я еще раз говорю, ты язычник, ты говоришь. Ты меня завоевал в плане того, что покорил. Правильно я тебя понял? А я мусульманин в этой конструкции или кто? Без разницы, без разницы, в какой ты культ там веришь и какому камню поклоняешься. Это без разницы. Главное, ты не поклоняешься или ты не веруешь в тех богов или не почитаешь тех богов, которых я почитаю. А кем ты являешься, это не важно. Вопрос в том, ты не являешься тем, кем являюсь я. А у меня империя, у меня войска. Я покорил тебя и завоевал тебя. И говорю тебе исламским аятом. Аналогично. Я тебе говорю. Мне мой, например, какой-то бог, лунный бог из моих богов, Аллах, говорит, типа, не говорит, но я говорю, что он мне сказал где-то там ночью, когда никто не видел. Я говорю тебе, что мне мой один бог сказал, ты сейчас, смотри, Бамба, друг мой, ты сейчас либо уверуешь в моих богов, либо будешь платить мне дань, будучи отбросом общества, нижайшим, каста, разделение на касты. Ты будешь низким, а мы будем высшим обществом. И не будешь иметь те права, которые имеют те, которые веруют в тех богов, в которые верую я. Это есть благородство с моей стороны к тебе. Мне очень трудно твою фантазию, Баладич, запомнить. Не, без разницы, просто благородство YouTube. Трудница, да, цыга. Вокруг да около ходиться, дяща, признай очевидно. Ты мне даже 15 секунд не даешь, чтобы выговорить свою позицию. Я тебе дам, вопрос задаешь на 3 минуты. А за 30 фантазии. Причем тут фантазия? Это реальный факт. Ислам, твой арабский культ, велит, который сейчас ты являешься апологетом и выступаешь апологетом и защищаешь. Там четко и однозначно сказано, те, которые не веруют в тот культ, например, в культ Аллаха, как веруете вы, Мухаммед и твои последователи, воюйте со всеми, кто не верует так, как веруете вы. Именно полностью, как веруете вы, воюйте со всеми, кто верует не так. Пока они так не уверуют, как вы, либо не будут униженными и будут платить дань. В этом есть благородство. Какие там фантазии? Это реальный факт. На этом факте, друг, если ты не знал, ваш исламский ИГИЛ убивает там сотни тысяч людей, вырезал, отрезал, зарезал, языческие деревни, курдские деревни закидывались. И согласно полностью твоей религии,
выполняли волю Аллаха. И приказы Аллаха исполняли. Те приказы, которые ты вначале еще сказал, что ислам мирная религия, потом на нее не нападут. Ислам мирная религия, пока она унижена. Когда она набирает силы, она уже мирная, только на весь мир. Поэтому вот ИГИЛ появилась свобода, и они полностью установили ислам, который вы, живя в атеистических или христианских странах, не смеете даже рот открывать, полностью ислам исповедовать. А они исповедуют. Так вот, вопрос, есть в этом благородство или нет? Как ты думаешь, 5 минут ты мне задавал вопрос или 6? Ну ты говоришь все, кроме ответа. Я тебе говорю 15 секунд, и я тебе отвечу. Но ты 6 минут задаешь вопрос. У тебя Твои 15 секунд идут. А у тебя это твой канал. Потом ты можешь оговаривать как угодно. Твои 15 секунд идут, зря время не трать. Ну, будьте так, вы же благородные люди, так что поэтому будьте любезны так и выслушать меня до конца. Так. Я немного у вас времени займу, если вам интересно. 10 секунд прошло уже. То есть благородства нету, да? Ну, я тебе вопрос задал. Есть в этом благородство? Ты вопрос задал, но сам же о благородстве ты все время ведешь речь, но сам не благородно ведешь себя. Ну, извини, твои 15 секунд вопрос прошли. 6 минут. Еще 6 15 минут. секунд дать тебе? Давай, еще 15 минут секунд задаешь пошли. вопрос, 15 секунд на ответ отводишь. Как оказались езиды, неверующие в ислам, на территории исламского халифата, да, и прожили 1400 лет? Ответь мне на это, если такие мусульмане кровожадные. Сирия, христианство, да? Подожди, освободилась. Сирия была христианской страной, Медина была иудейской деревней. Сирия, Ирак, Египет, это были все христианские места. Сегодня там арабы и ислам. Абсолютно верно. Дальше. Только не христианской страной она была, а под христианским управлением. Разница не забывайте. Никаким христианским управлением она не была. Она была христианской страной. Она была христианской страной и под христианским управлением, соответственно. Сегодня это полностью исламские страны и арабы там. Сейчас нету сирийцев, нету, их языка нету, Ирака нету, их языка нету, ассирийцев нету, Ливана, ливийцев, алжирцев, марокканцев и так далее, и так далее. Это когда-то бывшие народы со своим языком, со своей культурой. Сегодня это арабы. Их языка нету. Антитеррор. А когда-то они были и христиане. Ты мне задал вопрос, я тебе ответил. Ты не ответил, я тебе сейчас поясню. Это ж твой канал, да? Мне ничего пояснять не надо. Ты мне задал вопрос, если ислам такая кровожадная религия, как 1400 лет христиане живут в исламском халифате. Я тебе сказал, это были христиане, их сделали мусульманами. Вот именно тем аятом, который я тебе сказал, я тебе привел, в котором нету благородства, где им приходилось оставаться униженным, либо платить дан. Так их принуждали к исламу. И до конца, и в конце концов их исламизировали и сделали их арабами. А что, не могли их вырезать сразу, если сила за ними была? Ну, тебе же говорят, вырезать, если они не уверуют, если они воюете, если они перестали воевать, пусть они уверуют в ислам, а если они не уверуют, то не оставляйте их просто так. Пусть они еще будут платить дан, оставаясь униженными. Вот, чтобы не платить дан, не быть отбросами общества, где нельзя ходить, там, не знаю, строить какие-то здания, ездить на лошади, много-много там. У них никакого права не было, они были отбросами, если они ислам не принимали. Понимаешь? Мой тезис сегодня еще большие отбросы в России или в странах светских секулярных государств, еще большие отбросы, потому что
нас заставляют воевать против единоверцев. Когда будет конфликт, да, эти христиане не были обязаны воевать против своих единоверцев Ну, мне благодаря этой абсолютно визе. не интересно, что делают христиане. Преступления Да, христиан еще не раз говорю, оправдывают преступления мусульман перед мной, чеченцем. христиане, иудеи или другие религии, Неважно, которые все, находятся весь под мир, властью. преступления всего мира не оправдывают преступления мусульман передо мной и преступления ислама. Передо мной это не является оправданием. Это преступление, что ли? Это преступление? Ну, для меня это вообще ничтожество, Нет. животное, Я варварство, понимаю, ты можешь с современной нецивилизованность, точки зрения. нечеловечность. Алло? Это такого же человека, как и ты, принуждать его веровать или мыслить так, как ты. Если не мыслит, то его еще поддань его, накладывать на него дань и еще, чтобы он Тогда себя его унижен считал, освобождают. отбирать у него человеческие права, которые... Какие права отобраны? Назови. Ну, Какие сейчас права вот тебе отобраны? ребята назовут Давай. все права, которые Отобраны. были отобраны у немусульман в исламской стране. Давай, послушаем. Мы бы послушали ответ, если честно. Но вы мне не даете отвечать. Ваш... Мы даем отвечать, 100 раз давали отвечать, нет ответа. То есть я не могу за одну секунду или телепатически вам сделать... Психологический диспут, я шел, ты перешагнул уже от вопроса, благородство есть или нет. Да, конечно, вы же от меня требуете, вы говорите, у ислама нету благородства, потому что они запросили джизью, налог. Да, Падра, вот он ответ, лудацу. Ответ, ну Бог это благородно говорит. Его не лишают ни имущества. Значит, и весь ислам на таком Смабахар Коран это полный бред. Чтобы этот бред хоть как-то человеческий язык, чтобы под человеческий язык хоть как-то из него какой-то смысл сделать, есть тысячи тафсиров, разные и все при том. И этот Коран сам 4, 5, 6, 7, 8 видов, разных версий. Все аяты, многие аяты отличаются друг от друга в этих Коранах. Это полнейший бред. То есть получается... этот вопрос. Он свободила, я говорю, свободила, Падро. И он тебе на этот вопрос не ответит. Все, шедистон. Получается, благородство. Он ответил, благородство. Он просил. Он ответил, что это благородство. Дайте ему рассказать, в чем именно благородство? В том, что оставляет там жить... дальше без разницы, Амад, там дальше без разницы. Вопрос о благородстве вообще прозвучал, потому что к нам были претензии, что мы тут, видите ли, нарушаем благородство. Но выяснилось, что мы здесь, оказывается, не нарушаем благородство, так как это и то, что мы делаем, и является благородством. Слушай, Бог это благородство. Понятие джизы именно языче, как огнепоклонники зороастрийцами считается. И на них джиза, цатила не именно солнца, именно огнепоклонничество. Он целый. Может быть из-за того, что они скопировали у них религию и приписали это к своему исламу. Может из-за этого. Но при этом даже, допустим, благородство Сантьяло, что еще, я думаю, типа они не убивали язычников там на Ближнем Востоке, там вот в Сирии находятся, там в Иране там были. Но они сказали, что это многобожие убивает, но есть исключение огнепоклонников. С них можно брать дань. И ты, если знаешь религию ислам, ты знаешь это. И ты хотел нас ввести заблуждением этим, чтобы мы не нашли ответа. Но я знаю ответы на каждое то, что ты говоришь, и смогу тебе вот все, что угодно сказать. И плюс
брать этот самый джизя, это был очень хороший, ну, выгодный такой бизнес. Им даже не было выгодно, чтобы принимали ислам. Наоборот, было выгодно, чтобы платили дань. Так что даже в этом в аяте там не упоминается, чтобы они уверовали там Аллаха там и так далее. Там, ну, большинство там упоминает, что платили там джизы там. Ну, это понятно, что это чисто бизнес. Совестно, секунда. О посланник Аллаха, подожди, пожалуйста. Сам минуту он твистали, там сувалове, а ховистало. А ди что гумдац гунадин, благородство. Если все приняли бы ислам, ну, халифат тогда был бы бедным. То им пришлось бы жить чисто на этом, как это называли они, это закате. И более того, заметьте, неверующие, которые вы говорите, ну, таких как я, там других, они платили не только джизу, но и платили закат. И плюс они платили налог дополнительный, там были налоги. Это там не заканчивалось именно джизу. Так что, видишь, что ума очень благородно, и ты говоришь, что оскорбляет, почему оскорбляет ислам. Я тебе задал вопрос, но меня тут перебивали. Твоя религия выступает против всех религий. Это единственная религия, которая открыто выступает против всех. Твоя религия приписана воевать против и иудеев, оскорбляет в этой религии иудеев, примерно, христиан. У вас в Коране написано, что иудеи сказали, что Узейр сын Аллаха. Приведи доказательство, в каком из источников иудеев написано, что Узейр является сыном Аллаха. Это наглая ложь. Нигде нету такого. Ни в Торе, нигде, ни в Забуре там, ни в Таврате, ни в Инджиле, нигде такого нету. Если ты говоришь, что это так, то да, приведи мне свитки доказательства. Но это наглая ложь на иудеев. Вообще вы не встретите. Вот, ваша религия на всех нападает. В ваших хадисах сказано, выступает оскорблениями, потому что это наносит больше боль, чем если бы вы наносили бы им удар с кинжалами. Ну тогда в таком случае вы говорите, ой, на нас нападает, то и все, мы такие бедные, мы такие пушистые, поэтому мы на всех нападаем. Почему в таком случае в христианской Библии нету воевать против мусульман? Почему в том же иудейском писании то же самое? Все, вяло, Айса, пожалуйста. والله لوك شو دوك دوا يا دجال صدق تيجي تيجي 10 минут Раньше, в данный момент он это воспринимает совсем по-другому, да? Абсолютно по-другому. На данный момент он слышит по-другому. Нам надо было начинать с того, что если надо было начинать с того, что бамба, стажим хадис, что тафсир, что стажим дин душуя, или ты просто историк, который изучал там завоевания, исламские завоевания, там халифат туда-сюда. Я могу примерно к тебе привести некоторые хадисы, из-за которых ты реально будешь ты ошарашен. Действительно, он это воспримет по-другому. Насчет Мухаммада и его, последователей, уже будем разговаривать о завоеваниях и другое, если рейз Аллах. К примеру, сам вопрос задать, бомба. Как пример, зачем аннулировали аяты? Раньше аят 4. Это несмотря на то, что Аллах говорит, что его слово не изменяется. То есть, суэллак, она, как бы, чуть-чуть и надах еще штатского. Но, тем не менее, там есть очень много аятов, которые были аннулированы. Это объяснение. Самые легкие ионы, пример ионы. Когда и какие аяты были аннулированы? Ты их знаешь? Да, знаю. Ну, догадаться, источник человек хакус. Каждый аят хакус, которые были аннулированы. Давай, ну, например, возьмите аят, который аннулировала коза.
Но еще в истории науки не доказано, как коза может есть кожу, шкуру, такую же, как она. Из козы шкуру было напил. Либо в этом хадисе Бухари и Альбани его подтвердил, и этот хадис является достоверным. Либо в этом хадисе Аиша должна быть лгуней, которая передала этот хадис. Хадис звучит так. Аят о побивании женщин замужних прелюбодеек камнями был у меня в комнате, оставила дверь открытой, но туда зашла коза и съела этот аят. И так этот аят не попал в Коран о побивании замужних прелюбодеек камнями. Но мусульмане все равно его практикуют. Это непонятно, как они это делают, раз эта коза отменила этот аят. Ну, возьмите, это другой вопрос, но возьмите, к примеру, этот аят. Или, например, про кормление взрослого мужчины грудью, чтобы он стал ее махрамом. Этот аят существует в Коране по поводу овцы или козы, которая... Какой аят? О побивании прелюбодеек камнями? Да. Прелюбодеев. Нет этого аята в Коране. Ну, давай мы... У меня есть и Тора английского издания. Нету его в Коране. У меня есть и Коран. Я тебе его найду. Нету этого аята в Коране. Я Коран наизусть знаю. Ну, ты не знаешь, Антитеррор, давай мы с тобой не будем спорить. Если мне этот аят из Корана проведут, я сейчас даю слово официально. Я полностью все свои видео удаляю, канал удаляю и ухожу с поля информационного. Вот сейчас меня найди, у тебя есть шанс, вот сейчас найди мне аят о побивании женщин прелюбодеек камнями. И я сразу сейчас же перед всеми свидетелями удаляю этот канал и сразу YouTube канал сейчас же, прямо сейчас же. Давай, найди этот аят в Коране. Может, антитеррор путает хадис с аятом. Свободнее аиса твоего агитация. Я сейчас тебе его искать не буду, но у тебя интересный канал, не надо удалять, если ты собираешься, не глубясь, оспаривать. Ну тогда я тебе отвечаю, в Коране нету этого аята. Ну, когда у тебя будет следующая серия, да, мы возьмем, я вот там те вопросы задавали и по Торе, да, я возьму это Танах у меня с английским переводом, английское издание, подтвержденное раввинатом Англии, изданный потом здесь переизданный в России, есть Жюктечундель. Я тебе приведу это потом. По поводу того, что ты говоришь, что... Причем тут Тора? Нет, до тебя там этот очень у вас говорливый такой есть, пусть он не обижается. Да, Узейр, сын Аллаха, сказано в Коране. Типа иудеи говорят, Узейр, сын Аллаха. Такого тоже нету, никакие иудеи об этом не говорят. Но вопрос не в этом. Просто ответишь вот Аисе насчет отмененных аятов, но можешь знать и больше не говорить такое о том, что не знаешь. В Коране нету аята о побивании женщин камнями. Нету его. Ну, мы с тобой уже поняли, да, друг друга, что до следующей серии это перенесем по поводу побивания камнями. Хорошо? То есть, его никуда переносить не надо, этого аята нет в Коране. Это твое утверждение, ты сейчас не читаешь Коран. Это не утверждение, его нету в Коране. Если есть, скажи это, если сейчас. Утверждение? Какой этот аят? Я не знаю, я еще не знаю. Ну и дать смогу, Коран чувак. Я тебе не могу это прям перечитать его и привести сейчас. Хафиз Абу Бухар. Другое дело, я привел бы его. Я очень я тебе просто совет даю, Хайн. Цагуаг мадиц, Коран чуа дубош, дати Коран чуа бос. Еще раз говорю, если ты будешь прав, да, Коран чуа дать, может быть, в хадисе, я вполне допускаю, что я сейчас могу
ошибиться в том, что это в хадисе или в Коране. Я вполне допускаю, говорю. Но мы это выясним, хорошо? Хадис дает он, хадис Мадалиас, он, типа, откуда берется это побивание камнями. Это один хадис от Аиши, типа, этот аят был ниспослан, но ее съела коза. И еще один хадис, где Мухаммад увидел обезьян в окружении одной обезьяны, как эти обезьяны побивают камнями обезьяну, которая совершила прелюбодеяние. Вот эти два хадиса являются основанием для вот этих безбашенных дебилоидов, преступников, ничтожеств, которые побивают камнями женщин. Это и есть основание. А зачем тебе глумиться, когда ты приводишь глумливые слова? Зачем приводить, если ты пытаешься кого-то... Ну, извини меня, я считаю ничтожествами людей, которые женщин побивают камнями. Я их считаю ничтожествами. Это не глумление, это просто мое мнение. А там только женщин побивают это животные. Только там животные способны. Разве за прелюбодейство только женщин побивают камнями? Без разницы, какая разница мужчин, женщин побивать камнями? Ты только что сказал, что я считаю из-за того, что женщин побивают камнями. Да мне без разницы, я сказал, что те, которые побивают камнями вот так людей за какое-то их свое свободное, за какой-то их выбор. Да без разницы, я теперь сейчас тебе говорю. Хорошо, согласен. То есть, если будучи в замужестве, жена и мужчина, который женщина и мужчина, который, будучи в замужестве, изменяли, ты считаешь, они наказания не заслуживают? Он просто должен развестись с такой женой и все, и отправить ее. Подожди. Суть не в этом, суть заслуживает наказания или не заслуживает наказания. Суть не в этом. Потерпевшего не берете? Подожди на секунду. Это же измена. Подожди на секунду. Подождите на секунду. Подождите на секунду. Суть не в том, заслуживают они наказание или не заслуживают. Мы не об этом говорим. Мы говорим об неизменчивости слов Аллаха, но параллельно Аллах говорит в Коране. Аят какой-то, я не помню, сейчас могу привести. Как ты не помнишь? Сободелаться, секунду. Нет изменений слову Аллаха. В каком аяте он говорит? Секунду. Существуют ли аяты, которые отменены? Вот отмененные аяты вообще существуют или нет? Все мирные аяты отменены после этого. Амбар, он лично дает дол хадису насчет измены дол. Чон переводи, чон мухуэдера. Насилие есть насилие в любом виде. Помелду вообще. Насилие к любому человеку есть насилие. Какие тут вопросы могут быть? Антитеррор ломби халатин шахалати убошорхас. За преступление, наказание, насилие. Преступление – это когда нарушают права и свободы другого человека. Сам преступление перед самим собой это не является преступлением. Это его личные движения, в общем. Преступление – это когда на других людей покушаются. Общественность и муж, жена, которые остаются, то есть которым изменили, они не являются жертвами этого преступления? Абсолютно нет. Ну, я думаю, ты, как юрист, слабоват в этом, да. Существуют общественные преступления, существуют в европейских странах давно уже отошли от насилия к человеку, даже если он педофил или рецидивист или еще кто-то. Уже давно отошли от этого. Этого человека изолируют.
но над ним насилие не совершают. Его изолирует общество. Общество Изоляция не изолирует его считается от общества. насилием? Это не насилие, это изолирование от То есть он общества. добровольно соглашается на изоляцию, да? Нет, конечно, не добровольно, потому что он опасен для общества, и его общество совместно голосует за то, чтобы этого человека изолировали. Эти законы уже утверждены. Все. Точно такие же законы это общество приняло вот в этом виде, которым мы сейчас рассуждаем. Потом. Понимаешь, ты сейчас сам Смотри, себе мы живем на одной улице, за ты хвост. педофил, допустим. Мы всей улице соглашаемся на то, что ты опасен для общества, и мы тебя изолируем. Это справедливо. Но мы не совершаем над тобой насилие, понимаешь? Мы изолируем тебя. Мы тебе даем трехкомнатную квартиру с выходом в интернет, но ты не выходишь в общество. Понимаешь? Брейвика не приводит. Бамба цаам айлансю хайделда элсю цаам изменихтин зушчун иелол тулк диятарлар таам киетион. Мухеле раа. Я помню, кенти. Юхер ворсо. Изменихтин зуд юй. Евро нохчориске. Изменихтин зуд юй. Цун яллол тулк диятарлар таам киетион бамба. Изменить берсаган туар. Онлар тахити. Тахиетсон, ахон хиети зучун иштуар тулкшларта. Да, я не хочу в первых лицах приводить пример, но ты меня заставляешь. Это это является преступлением перед мужем или женой и перед обществом. Без разницы перед кем, какое преступление. Изменить днё. Зудья, тун ялла слух диатрлар таам хиет он яцахиет он мнение юиха хаэл. Аллаху эльче ишди эльч. Эсон исхит. И деле сулон хаэл. Вот точка Холцина, соприкосновение Олицина, Холцина. Шулейш дух. Аллах, все. Вот плодите вы рабов. Ислам плодит таких рабов. Они не задаются вопросом, что говорит, что сказал бедуин, араб, прикрывшись каким-то несуществующим единорогом по имени Аллах, то они и выполняют. То есть они выполняли все, что говорит их император Мухаммед, их царь Мухаммед. Полностью подчинялись ему. Что он говорит? Они даже не думали, отрубая головы, попивая камнями каких-то, что хорошо это или плохо, они даже не думали. Они полностью подчинялись, потому что они были рабами. Я задам вопрос. Одну секунду. Все понятно? Одну секунду. Что такое раб? Так, все, мы немного отошли от темы, занялись демагогией. Я тебе вопрос просто хочу задать. Нашел, не что надо никаких вопросов задавать. Не будем от ахмадовской вот этой системой. Мы уже прошли давно эту систему. Подожди. Вот аят 18. Подождите на секунду. 18 сура. 27 аят. Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены его словам, и тебе не найти помимо него прибежища. А вот вторая сура, 106 аят. Когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше него или равный ему. А вот 16 сура, 101 аят. Когда мы заменяем один аят другим, они говорят: воистину ты лжец. Аллаху лучше знать, что он не спосылает,
но большая часть их не знает этого. То есть в первом аяте нет замены его словам, в втором аяте он заменяет аяты, и в третьем аяте заставляет забывать какие-то аяты и приводит другие какие-то аяты. Вот, в общем, если что-то нужно заменить, это или лучшим чем-то заменить, это человеческое качество Мухаммеда, который придумывал эти аяты, это человеческое качество, то есть это ошибка. Человек ошибся и заменил это другим. Утверждение того, что Коран был записан давным-давно до сотворения Вселенной в Сиджейне, который находится у Аллаха, вот в скрижалях было записано, это вообще усугубляет вот эту абсурдность этого дела, то есть заменять и отменять какие-то аяты после того, как они не спосланы. Это признак того, что Аллах ошибся и заменил это. Вот Еще пример почитай тебе. 26-ю суру, 198 аят. Почитай ему еще 26-ю суру, 198 аят. Bamba, Alladu, Bol Velchan, Ogladu, Fu, Etha, علمنا ونخوش دولهمنا وقاي وزي شكل الله هاي خطرش خوخلون تباكش إشت خطرش تحول هون لدر لو يورشل مت يورشلش إشت لدر لو يون ياج أغلل ده حقيق شيء يخ بيلغو يوني ها كورلو هاي دعال والله إتون خالي تاد أدير دوهم داتون هنس قيسا تلوش حيلا دوش أرئي أنتيرش دو الخيطون وناوش تحبا صوتك وغلدوش حين خوش دو وشاني وحي بيش قابا عام داجي حي اشتلاح يقل دورش الله حي كورل تشوه نو وقتش خوش بون حولا صولا تشمل بوح تالا شادك خوش بو آل تلاسو وناوش لدوش شو يتحبا صوتك وقتش حبق وانتاح لدر لويو هاتوندل هاي كورلو داتا سي هاي نوخشي خلي هاي لدوش أرغولي يون قيس مالو دا لقوا هويلا Илон, Бамба, дайте мне два слова, я только сейчас зашел. номер алло. 26-я сура, 198, 199, Иша, Бамба. Повторить. 190... 26-я сура, 198, 199. Да, Если да. бы Ладволошар вообще что интересный момент, действительно. Если бы мы, если бы мы не спаслали его кому-либо из неарабов, и если бы он прочел его им, то они не уверовали бы в него. То есть арбовоч такечун дайтан ишун вени арит ошун Коран дяшча шутун аш имдюлер дайцарбо. То есть сонохчу по логике Аллаха сонохчу сонохчима тадоч сакечма тададен поема рушабор садюшу, я не уверую в это. По логике Аллаха, то есть ца претензия или сейчас Аллахият и цаният. Если бы он не спаслал его на чеченском, и он прочитал бы мне его на чеченском, то я уверовал бы в него, как уверовали арабы, которым читали его на арабском. Вы считаете себя благородным собранием? Мы не считаем себя мазохистами.
Ага. Вы позволяете себе... Я бы с вами апеллирую Личностица, фактами. эмоции, Да, эмоции сейчас. искатываться, да, бамба. Давай, я без эмоций. Я вопрос вам задаю. Ты меня... Хузавой идею, что бусобдин хуза. Что именно в этой идеологии? Что именно в этой идеологии вредно, неправда, неблагородно, варварство? Идут, что они хаму, бамба, хаму, саму хехтарек. Бамба, мичашва, худяшва, эмоции шмою. Если вы ведете диспут, я оппонент вас, вы не можете оскорблять его и его позицию оскорбительно и глумливо к ней относиться. В этом вы меня обвиняете в том, что я надменно с вами разговариваю. При этом вы глумливо относитесь к тому, в что я свято верю. Извини, Бамба, но глумливо по отношению к тебе, если относиться, так и персонально. А что-то верить, например, если я Сталина или Ленина или Маркса буду ругать, мне какой-то коммунист такие же претензии, как ты, кинет. Ты оскорбляешь то, во что я свято верю. Извини, так это не работает. Только это работает так же. И там и работает. Добре, сувалит лаза. А персональное пространство, и родственник, вот ее короче. А во что ты веришь, там, пришельцы, там, если ты пришельцев веришь, и я пришельцев оскорбляю, то это тебя вообще не касается. Ты оскорбляешь. Нет, подожди. Вот эмоциональную составляющую, она не это у вас эмоциональная составляющая. Все время вы на эмоциях, не фактами разговариваете, кроме вот как вы переводы приводите. Я хочу спросить, чей перевод? Ну тогда, если это является переводами, подождите на секунду. Если это миллион первый, который вот этот детский аргумент приводит, это просто переводы, это не Коран, Коран только на арабском. Если это является твоим каким-то аргументом, то по твоей логике эта книга не подлежит переводу и ниспослана только арабам, как и сказано. Я задал вопрос, чей перевод? Чей перевод, я тебе задал вопрос? Я тебе да без разницы, перевод, не перевод, чей разницы. Это простой, ясный аят. Все словари в этом, все словари мира, и переведи каждое вот это слово по отдельности, оно никуда не меняется. Это ясный, четкий смысл. Неважно, чей это перевод. Антитеррор. В арабском языке 5 миллионов слов и понятий. В ближайшем языке, который... Где это сказано? Ты вообще с ума сошел, что ли? Какие 5 миллионов? 1,5 миллиона в английском языке слов и понятий. 200 тысяч в русском языке. Вот. И если вы этого не знаете... В арабском языке 150 тысяч слов. Какие 5 миллионов? Это ты не я сказал. Ты что лингвисты. Ты с ума сошел. Какие лингвисты? Назови имя одного. Кого? Мама, ты можешь образоваться. Антитеррор. Свободишься, секунд. Какие 5 миллионов? 150 тысяч слов. Нет, загляни в справочник, Оксфордский справочник, и там ты увидишь. Да заглянул я, 150 тысяч слов. Ты не заглядывал. Ну какие 150 заглядывал тысяч? Я. 5 миллионов слов и понятий. Зачем ты за меня отвечаешь? Я не могу понять. Ну давай я тебе ссылку завтра скину. Не надо мне никакие ссылки кидать. Ты заглянешь, ты явно Оксфордский английский мотал. Он видишь, вот из Улбахея, ты тоже утверждал, что ты Инза 5 миллионов альбома та дешна что бош. Вообще
Хагал, А ты бич, говоришь, я сказал, что я могу ошибаться в этом. Хадис это. Я не могу понять, зачем ты Вы вообще меня встрял в пытаетесь разговор, это когда просто... хушевоч. Ага. Откровенно говоря. Антитеррор, свободен за минуту. Ну давай, минуты, Бамба, а по фактам элер, а факт чуть элер, а факт специалот элер. Скучать вопрос, да, ну это вопрос очень интересный, да, сон. Уронок часа, а и побивание камнями, он не схит, а элер, Аллаху и Бог, что Аллах не схит. Вот это ключевой факт, самый главный факт, а доказать еще. И Аллаху и Бог, а доказать факт. Не понял, еще раз. Аллаху, Бог, доказать. Аллах, он не поймет, типа, дело, и Бог, именно, создателю. Богу, месседж это, или ты веришь, что он пророку сказал это, и тот это записал с его слов. То есть, это и факт чуть, говори. Это факт и хаялу, бамба. Факт я хаял, сразу хочу шарик, короче, мету шо. Худашу? Метуш. Бетабачу. Вы до сих пор утверждаете. Федерация цадеш. До сих пор утверждали, что метаваться, теперь что про факты говоришь. Видишь, куда ты скатился? О чем ты говоришь? Ты над нами издеваешься, что мы тебе, короче, там подшучиваем, то все такое. А сам нет, вы не подшучиваете, вы глубитесь. Факт чален. Антитеррор. И мудро, и воюете с мусульманами. Если они не уверуют, то пусть платят налог униженными. Кто не признает ограничений Аллаха, не веруют в его посланника, до тех пор, пока они не подчинятся полностью Аллаху, не будут соблюдать его ограничения, и будут платить, либо будут платить жизнью, оставаясь униженными. Вот. И это бамбаса, что Бога из благородства, признать бероху. Из-за хуже, чем глумление, во много раз из благородства, вообще потому что цул хуже, даже благородство, признать кинцу. Цан аурдуч, юк аурдуч, хилса диесун. Тоже про глумление. Это твое оценочное суждение. Да, и твое тоже. Глумление Бога есть такое понятие, например, войцеги цана охан враги щуки охан разведки шел, тага войн разведчику, разведчику, а церве гуй разведчик войн юки вен шпион и шпион ну проклятый, понимаете, то есть это point of view, мичера хуй шуды, от этого зависит шумду, короче. Точно так же цун и глумлению, как коммунисту какой-нибудь там, например, я не знаю, цуна аслелин бьюхомер альч цуна и глумлению. То есть, естественно, с его стороны это тоже то. А война и наоборот, короче, отцел нахбай, гулаг, и Сталин из-за жбюхом шмаю, точно так же року толкшбиттан вези и нормально, да и благородно, да и бош. И хом штитача, страны захватывать и нападать, ты тоже благородно, да и бош. Хом штитача, из-за просто щиагу глумиться дешуе. Но для него это не глумление, это для него высмеивание. Точно так же для нас это не углумление. Над чем как оказалось, Римская империя в Сирии, в Египте, как оказалось... выиграть Талурдакцин, потому что я могу твой микрофон отключить и договорить, а ты этой возможности лишен, Бамба. Бамба, единственный способ, это использовать логику. Демагогия, заниматься дичь,
у тебя ничего не выйдет, все со стороны увидят, а просто хикегош, воду в решете носишь, хадайлош, дадайлош, хадайлош, талаш, вот это вот ты абсолютно будешь только глупо выглядеть. Сейчас договорить, я же коммент, давайте, антитеррор, договорите, асалатон. Вот это несли дарасар насчет с неверными. Это еще хуже тут оказалось. 9 сура, 29 аят. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. И сразу же идет вот этот аят. Иудеи сказали: Узейр Ездра, сын Аллаха. Вот нигде говорит, вот сделал утверждение от Даджаль, что нигде в иудаизме не считается, что есть сын Аллаха, что они сказали, что Узейр сын Аллаха. И я это должен. И подтвердитель. Вот Юкас, что интересный словосочетание. Запретил... Действительно конструктивный перевод, кроме одного слова, которое я не согласен. Все правильно ты сделал впервые за все это время. Отдаю должное. Принятен закон до оскорбления чувств верующих. Вот бамбу хочу как-то хочу. И рабка нарратив щукой шуй так хавя хочу. Это что, декладовцу дычу. Кити. Кенти бяхмобил виссариш саосо. Виссар уже хлевешку сумата. Варху, что дело гюкого? Хаусиш тана сурда луга хаш. شلون إذا علم دول هما ديت خاشون سور دالو خاشون إتانا إذا علم دول هما خام خايشون تعم خايشون دي عدلو من خاشون سي عدل هما خاشون سأصبر دوشتا هو محمد پیغمبر دلی سلام علیه خودشون وصلی sul halkı nohçi çağırlı o dünya şu ha sul halkı ça u короче да hiç полтора тысячи лет назад бая вена вац Muhammed Peygamber şadıl ayet dözvan şadıl huma dözvan sul halkı de hu huma doç kırlı ha huma doç de kırlı sul halkı dol humuş تخن ayet düz تش قيمة تدي تش تصل حلقه هم تغلى وي تصل حلقه مهلا الدنيا وي مليون شلت مدور هرقو تصل حلقه важный дат والله ترونت يا يازن لا إله إلا الله محمد رسول الله تصل حلقه важный дат الدنيا هو حدانا نسو ويشادش محمد باني قالندو دي любимчик ويش تنسمق داق هر تن أمتشي هر دنيا شلاتش معدل هم اشتيا любимчик وات أمامينكي سنوچك قولتنا أدم ماتا شيا تن سمو داخش تن دي أقوالن دوار شاديقا تل عالق важный دات تغنى ويا علم ناخد نيدوش развитый دوش دات إنز تغنى عجلو وش نقع تسلا من развитый من أمني وهم تحكوا شو إزدات صرنا مهاي حلقة خلي خان خيش أنا مهاي حلقة خلي ويتحر محمد بيمر ديلي سلام مالش الخلطنا دات مثلا ديزان ديل وش توس إزدات سيكا شيء أسا دال قيلين شتن يولتني درس هند
ومليون حلق خلدر خان وين вообще يوزا царствие войны, а? Хич тяхар и 1400 лет бойцадойствие войн, да? Уцар индоч дуэ, уцар развитый дочь дуэ, ой уцар свекачем, да? Так колхозно дуэр, что это? Вроде бы 21 век, вроде бы эхо дештервой, развитый хил дештервой, то она алисона, ты алиха Бухарис, Элия, Учу Элия, Хоку Элия, это что такое, да? Мелкал хусный дуй, да? Перестаньте, да? Более цивилизованно, да? Современно, да? Ночишка дождь, хумантия, да? Мелкал культурный дождь, да? Образованный дождь. Шедист хлиш, что да, слишком садики лоушсан хит, суманте да, Варго. серьезно. Дерес хорон история. Нис бого хедуа. Хаз бого хедуа. Дерес хелион. Вахар хозбохчун иду и дальше. И вопрос. Мой вопрос никуда не делся. Сабр делался. Вопрос никуда не делся. Бамбач, по фактам раскидывает Шушадек. Мы тут там кидаемся на эмоции, там то все. Он по фактам все объясняет, мы его не слушаем, высказаться не даем ему. По факту вопрос Вахар хозбох из Богцу до того, как пришло якобы, да, как пришло Писание пророку, до того, Цадуни Махали, ну и пророку Писание Маяня, все поверили ему все поверили, якобы на то время, что у него есть связь со Всевышним. Ладно, они в то время жили при нем, слушали, видели его, они ему поверили. Но инца, например, побивание камнями. Бамба, факт яне, что действительно Всевышний человек хадельду, его и дади, что его слова, Аллаху и бара, асутуна тишу и лара. Инца, и Аллаху и бара, суунтуна тиш. Ну, и боги, сомнений, юхса. И то Бог, что хадаш был, нах будет, в этом Бог. Царя, сомнений, юса, например, бамба. А доказательства я не сунуть, езерсуны. Суна Мусхав Курана би доказательства. Если ты хочешь какие-то другие это чудеса услышать, я тебе не могу, что по их Мармалате пророки определяются возможностью чудес. Мы знаем. И некоторыми другими вещами автобиографическими. По поводу того, что он сказал, да. Но он просит, чтобы ты назвал чудо Мухаммеда, подтверждающее его контакт с Богом, богоизбранность, его пророчество. Его пророческую вещь. Его чудо назови, чудо Мухаммеда. То чудеса описаны же. Вы же лучше меня это знаете, что чудеса это описаны. Ну, мы лучше знаем, и поэтому не утверждаем, что это возложил Всевышний, и это правильно, поэтому. Нет, но ты утверждаешь, раз ты утверждаешь, то у тебя, может, есть те факты его контакта, которые нам неизвестны, и тебя люди просят, чтобы ты их назвал. Да. Бамба, подожди, Бамба. А Сатхаил Дахан Мандат, да, Лит Максимаду, чудеса наши, это все, ну, реально, зрители даже интересно это слушать. Ну, да, мы тоже хотим уверовать в Аллаха, как Мухаммад, пророк Мухаммед, как он уверовал в Аллаха. Мы тоже. Все закрывают глаза и ничего не видят. Антитеррор. По поводу, ты согласен, да, что все-таки он не был бедуином, а это образ жизни бедуин, кочевой образ жизни. По-арабски называется кочевой образ жизни, как по-русски кочевники называются, да. И нам известно из истории, они их кочевниками называют вот эти тюркоязычные племена, которые кочевали, или другие племена. Мама, ты пропустил, да, 13-я сура, 37-я. Подождите, дайте мне хоть по порядку ответить. Я же не могу одновременно. От любого вопроса он перешагает запросто. Любого вопроса. Ты пропустил мой вопрос и ушел не по порядку.
13 сура, отвечаю 32 аят. антитеррору. Почитай просто. По одному я вам могу Так ответить. тебе же сейчас только объяснили, что он был бедуин. Доказали. Каким образом вы конкретно доказали? объяснили То, что вы не считаете Мекку городом или Медину городом не считаете, вы доказали. То, что он был период кормления этот называется, в какое-то время находился на попечении у бедуинов, племени бедуинов, это не значит, что он бедуин. Они его не воспитывали, они его кормили грудным молоком. Бамба. Хорошо, он был самый городской человек. Теперь ответь на вопрос антитеррора, пожалуйста. Приведи чудеса, доказательства. Все, вот не надо в детали вдаваться. Слово прицепился. Послушай, Бамби, не даете ответить даете. Демьян, Сабаден, ты на это давишь всегда вот это. Ответь, не цепляясь к словам. Тебе задали вопрос, ты прицепился к слову и бедуин, и устроил демагогию вот тут, еще часовую время потратил. Ладно, это моя оплошность. Вот теперь ответь на вопрос, пускай он не будет бедуином, он будет анунаком. Давай ответь вопрос его контакта насчет, если у тебя есть доказательства, на вопрос демона Лапласа. Факты его контакта с высшим разумом есть у вас? Красавчик, Демон. Антитеррор, по поводу того, что ты признал. Прям я тебе говорю, выражаю тебе одобрение, что ты так себя уже вести стал. И по поводу контакта с высшим разумом я ничего не знаю. Я знаю контакта с Аллахом. Имеется в виду то, что Аллах ниспослал Коран, который был записан в Мусхаф. Это самое большое чудо, говорят. Это тебя не высший разум? Не понял. Ну, вы говорите, что не про контакт с высшим разумом, а про контакт с Аллахом. То есть Аллах и высший разум для вас это разные вещи. То есть Аллах не есть высший разум. Подожди, короче, факт реально. Сам Коран это и есть факт, подтверждающий контакт Мухаммада с Аллахом Бога. Да. И каким образом Коран подтверждает контакт Мухаммада с Аллахом и Хадюцар Дарья? Видите, еще хотя бы то, что никто никогда не создал такого труда, не все человечество вместе не смогут создать. Так, сейчас вообще интересный вопрос. Все человечество создало очень много трудов, их будет, наверное, миллиард. Человечество существует очень давно, размышляет над многими вещами, и все труды, говорить о всех трудах, вот сейчас вот я считаю, не считаю, а знаю, что никто из нас сейчас вот не может говорить о всех трудах и изучить их. Потому что элементарно, телефоне, даже все труды Бога идите абсолютно бессмысленно до куза. А изучать не шаял труды и сравнивать не. Ему так сказали просто. Да, абсолютно верно, говоришь. Ответ долетишь. Хадица, Бамба, изучать не, одинят мял трудишь, изучать яш, сравнивать яш. Коран и Таня, сравнить не, во-первых. Во-вторых, лучший труд летай Коран и мял качество да, свой. Еще Коран, да, что каким образом он доказывает, что Мухаммад контактировал с Богом, Богом, качество Корана там вообще без разницы. Факт какой-то приведи. Я равно что, во-первых, пользуясь терминологией нашего гостя, во-первых, лучшее это понятие субъективное, а не объективное. Конечно же, бедуин, мусульманин, раб Аллаха, что бы человечество не придумало, скажет, что его книга лучше. Антитеррор выходит.
Выходит, что который если сейчас сегодня... на руках имею комиксы Спайдермена, доказывающие существование Спайдермена, я буду утверждать, что это лучшее. И никто в этом мире лучше комикса или труда не придумает. То есть лучше это понятие субъективное, а не объективное. Оно не подлежит вообще какому-либо доводу или аргументу. Это вообще просто его эмоции от него. Это не факт. Хороший Это пример. интересный бутига. Если мы сегодня найдем, соборге баба, если мы сегодня найдем труд... нормальные вещи сейчас. Но оценочное суждение... Я тебе отвечу, ты правильные вещи сказал. Он перебивает твой вопрос, твое утверждение. Утверждение ждой, бамба, то, что Коран это лучшая работа Элари, труд, лучший труд, это основание. Это доказательство Элара. Во-первых, качество зависит, да, а качество это разговор ни о чем, это просто ты говоришь качество, это слово ничего не показывает. Во-первых, во-вторых, если мы сегодня найдем какой-то труд, который лучше Корана, то получается, что Мухаммад не контактировал с Аллахом, по-твоему, да? Единственное, что ты можешь найти там лучшее или подобное Корану, баба, освободиться секунду, ответить, да, это было. Вообще, лучшее, что вообще Корана или сравнение с ней, там только Санта-Барбара. Это интимная и брачная жизнь Мухаммеда и... Антитеррор. Ответ Далитатинг, бамба. Получается, если что сегодня мы найдем труд, который лучше, чем Коран, то Мухаммад не связывался с Аллахом, так? Смотри, если ученые люди признают, что ты то, что нашел, лучше этого концептуально, да, то да, это так. Вот теперь следующий вопрос. Бамба, докажи, что в этом мире нет труда, который лучше, чем Коран. Это мнение большинства ученых и ислама, и не ислама. Мы здесь не о мнениях сейчас говорим, мы говорим о фактах. Докажи, что в этом мире нет труда. Это является одним из доказательств, когда большинство ученых мира признают вы его упускаете концептуально. самый главный момент. Что делаться, бамба? Во-первых, я не могу понять никак, как религовед, историк может жрецов религии называть учеными. Ученые – это люди, которые делают опыты в лабораториях, производят полезное для народа, для людей, человечества, делают открытия. Но жрецы религии, как он их учеными называет, это одно. Второе, он сказал, что если большинство ученых признает, то это будет так. То, дорогой друг, мы пришли опять к моей любимой фразе. Будучи таким, руководствуясь твоей логикой и такой аргументацией большинства, то ты, дорогой мой друг, будучи мусульманином, можешь автоматически перекреститься. Потому что большинство ученых, большинство людей, большинство епископов признали, что Иисус является Богом, и большинство последователей есть у христианства. Большинство людей, человечества признало, что христианство является истинной религией. Руководствуясь этой логикой, твоей логикой, ты можешь, будучи мусульманином, автоматически перекреститься. Все, у меня все. Я тебе не сказал о последователях, я тебе сказал об ученых. И по поводу, когда ты рассуждаешь об учености и жрецах,
ученые естествоиспытатели или, скажем, природных наук или естественных наук – это одно. Ученые социальных наук, назовем это так, или теологов, да, это другое. По поводу епископов или прочих людей, которых можно наплодить, да, существуя в парадигме христианства, которая имеет структуру клир и мир, когда разделенная. Невозможно наплодить, да? Короткий вопрос. Бамба, он дин дözi, ислам дин dözi он, хадис dözi он, тафсир dözi он. Ответ просто. Kur'an din, Kur'an bak. Он ничего не знает. Ayet duboş olsun. Hudin döyzerdu. Коран лучше из трудов мухать, он дающий царевич. Дуко был не уж хазатун, но христианч сагинатун бадыш. 1,5 миллиарда бусалнама бы, значит, не исхекердуки. Я вопрос... Ты сказал, что 1,5 миллиарда мусульман. Бамба, да, я хочу задать вопрос. Айша, то, что вот закон о 4 свидетелях, почему он появился только когда Айшу, я не утверждаю, но только когда ее заподозрили в измене? Вот это вот, мне кажется, чудо. Почему так? Пророк... Потому что там было только 3 свидетеля. А Мухаммед не хотел признавать, что Айша там что-то делала. Надо было очиститься. Вот, объясни, пожалуйста, почему это чудо, мне кажется. Когда был аят ниспослан по поводу 4 свидетелей, до этого или после этого, когда начали лицемеры распространять слухи? А почему-то после этого пророк потребовал 4 свидетеля, да? Нет, до этого это все было. Когда он еще пришел в Медину и... Задай ему вопрос как чеченцу. Вот. Свой любимый Демьян. Последующий, идущий вслед за этих 4 свидетеля. Следующий вопрос, будучи чеченцем, задай ему. Бамба, оцени аят, сура 4, аят 24. Как ты как раз задавал вопрос, что такое насилие? Ответь на этот вопрос. Сура 4, аят 24. Что такое насилие? Это все, что против воли. Аят, сура 4, аят 24. Я сейчас не нахожусь у себя в кабинете, чтобы вам развернуть эту книгу и начинать. Хорошо. Более того, исламская эсхатология не предполагает, чтобы человек, не обладающий ученой степенью в исламе, мог сам делать выводы из аятов. Хорошо. Коран не спослан только для арабских вот этих жрецов. Собордешь там секунду. Аят 4, сура 4, аят 24. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы. В скобках, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. За то удовольствие, то есть имуществом, что приводит особенно. Короче, так, бях бацтан, камриши, яри, камрица, свое ребо, что позабдинва, штук имуществом добиваться дебо, женщин, либо в наложничать больше, индеш, и в рабыне лацбо. Бамба, он английский матхай. Бамба, балык там дела, в Советском Союзе говорили, какими языками владеете? Владею английским языком со справочником. Так, он вопрос, интересный. Вроде бы простой, иракский ученый. Есть там физик ученый, есть химик ученый, есть исламский ученый. Вот в русском языке есть такое уникальное словосочетание. Переведи слово «исламский ученый» на английский язык. Хорошо, что это на абхазский язык не потребовал перевести. Слово «ученый» хотя бы на английский переведи. Все время ученый бьют в школе на английский интернет.
Не, я тебе просто хочу сказать, что нигде в мире не существует вот этого, что исламских этих теологов называют учеными. Это только в русском языке слово «ученый» к ним прилепили. То есть уникальные случаи. Назвали вот Для эти... обозначения прилепили, что они, в принципе, религии, говорят, ученые религии назовем так. Без разницы. Терминология важна, ясно. Ажан, ты же не отрицаешь, чтобы... Очень важный, дай мне договорить. Это камень преткновения, да, Бамба. очень... Назвать их учеными, это сразу в мозгах вот этих последователей создает какую-то видимость их образованности или в чем-то. Это простые жрецы, которые обслуживают культ, притом очень с моей стороны плохой культ. Я тут много раз это повторял. Еще раз. Соболдельевич, нигде в мире ученый на английском языке scientist. Scientist – это человек, который изучает физику, химию, социологию, статистику, психологию, психиатрию, неважно что, короче, практически paintball шумдуй, или там теоретически физика, хелай, неважно. Из-за scientist ушел. Нигде в английском, во французском, в немецком, во всех вот этих цивилизованных странах, нигде вот этих религиозных жрецов, антирос не называют scientist. И scientist только для science. Слово scientist только для науки. А вот этих изучающих вот этих теологию, вот, или просто буквально священник, молниш, имам, еще скалаш вышел. То есть апологеты какого-то религиозного течения. И нигде не ученые. Вот в русском языке, проклятие, нас сажают на этот ивановский русский язык, где вот это ученый, так сразу возникает исламский ученый. Ученые же телефон придумали, самолет. Давайте вопрос вот хотел задать, но ты какие-то в дебри уходишь. Сразу у людей возникает психологическое доверие. Вот Солгум придумать был ученый. То есть болтунищий паразитчи, молнищий паразит, который на нас паразитирует, Костецкий, там, Сосотлинский, там, еще какие, короче. Уж сразу на их уровень, вот, исламский ученый. И даже теперь, уж вы ученики, уж вы и у Бог, студент, вы его жуй Бог. Уж, короче, теперь, как бы, под ученый, будешь, как под-русски, а не под ученый. Вот и раз проклятие, уж умеете, висеть, уж ученый, батшун. Прекратите эту практику, их называть исламскими учеными. Ученые шбачун. Нигде в мире их не называют. Из-за этого уж паргат ашбушум, короче, потому что они понимают, кто есть кто. Хар ученый, а хар религиозный, болтуни паразитью. Различать дошин, это очень доком дошин. Вы думаете, что эти слова это просто ерунда. Вы от слова вы в мозг формировать, тошин, вы мнение формировать, тошин, вы в ловушку попадать, тошин из-за слов. Слова это очень, слова Санди бин Бушин Арболх, Абдуллачество, только словами. Слова это очень важно. Все, Сувалишенши, продолжай там будешь. Спордельш бомбец, хаттерлор дарас. Бомба, честно, просто от души, варчал, мадар. Жоплор даря, танаман, сон беспокоит, что действительно сагатеш, хаттерду, асарак луштуас. Тимур Хромой, кто для тебя? Как ты относишься к нему? Как вообще ислам относится к его действиям в плане распространения ислама? Он не распространял ислам, он тиран с нашей точки зрения. И с точки зрения любого человека и ислама он тиран. Но он якобы был мусульманином. Но он тиран. И в это время он находился, из истории мы можем привести доскональные вещи, что если вы хотите ориентироваться на то, что он в Чечне это делал, да, 1395-90 до 402 даже года, вот он в Чечне зачищал территорию, уничтожал людей, Бусурбуй-Боша. Мы можем сослаться на то, что на многие источники, которые существуют у нас сегодня, и раньше существовали, мы можем сослаться, что он был тираном,
И все, как мусульманин, он в основном все войны провел на мусульманских территориях, чтобы вы знали, и против мусульман. То есть изначально территория была мусульманская, собственность, то есть земля, грубо говоря, да, и с жителями собственность мусульман, то есть ислам. Так получается? Это хорошо. Если Ладно. вы посмотрите на карту его похода, вы заметите, что он воевал в основном только с мусульманами. Там индийский поход, якобы, ну, он там тоже, по-моему, против Делийского султаната воевал. И посмотрите, основные битвы, которые он проводил против мусульманских войск. Тахтамыш уже тогда был мусульманин. Понял. То есть он наводил шариатский порядок, конституционный, вернее, порядок внутри территории, на территории собственности, которая находилась. Как связано то, что ты мне раньше задавал, кем ты его считаешь, с тем, что какой-то конституционный порядок, или об этом речи нету. Как историк я не могу оценивать, и нигде нету, что он какой-то конституции и за ислам воевал. Все это, что доходящие до нас сведения, сообщения идут от, то есть сообщения, в них говорится о его завоеваниях, вот и все. Я просто параллель привел, чтобы понятно было, о чем речь идет. Это же на основании этого и привел параллель, что он наводил порядок на землях мусульман, то есть уму, земли. Там не идет речь о доведении порядка или чего-то, там идет речь о власти и завоеваниях. Опа, стоп, власть. То есть он тиран. Он делил власть. Хорошо, ладно, поняли. То есть с точки зрения шариата можно найти оправдание его действиям или нет? Я же вам в самом начале сказал, я не факиховед, то есть я не могу тебе шариатскую оценку по поводу него дать. Я могу как историк дать оценку. Ну, а как ты смотришь на то, что с точки зрения шариата оправдывать его поступки? Есть такое мнение. Опять ты мне с точки зрения шариата говоришь. Хорошо, да. От чеченцев он что хотел? Азиаты. Вот, они им только гордятся. Бамба. А чеченцам что он хотел, допустим, по-твоему? Как ты думаешь? Не целый вопрос. Он уходит от ответа. Вам исторически, я не ухожу, я то, что знаю и говорю. Когда ты говоришь, исторические данные привести. Не, когда говоришь по Корану, он говорит, по Корану я не знаком. Когда говоришь по 6 классу физики, он говорит, я не знаком. Он уходит всегда от ответа. Что вы от него хотите? Уже закрывайте вопрос с ним. Ну, последний ответ тогда, Мамба. Ты более историк ума, да, получается, да. Что он хотел от чеченцев вообще? Ему ухол, да. Именно чеченцев? Да, чеченцев, что он хотел, что он предлагал чеченцам? Когда это экскурс провести, вот вы знаете, да, в 1395 году о сражении на, в принципе, Тереке между Тахтамышем и надо провести вам немного лекцию об этом. И сейчас лекции ешь. Давайте лучше вопросы и ответы. Да, я знаю, это твоя прерогатива. Ты у нас историк, одновременно физик, астроном. Тахтамыш должен... И вы, по-моему, тяби мусульман хиллау, мусульман хилчул тя тахла волвелу, даже хазда варша и хуалтна ша типа джихад халду аккордуша хазда вар типа тюрметтен бош ишт язен дешно гостно лет. В итоге... Ну, про это Тимур... Смотри, с 1420 года, по-моему, начал проект Узбек-хан, и Узбек-хан хотел сделать ислам религию Золотой Орды. Ну и там даже Чагатайский улус, который, в принципе, был эмиром, Тимур,
участвовал, да, то есть уже Чагатайский улус был мусульманским, но на всей территории Золотой Орда была больше, хотел провести. Узбек объявил эту территорию. И когда объявлено было, у нас уже существовало, вернее, тогда возникло царство, Сим-Сим Олшел, царство. Вы это знаете из лекции Амина Тисаева, наверное, если вы его читали. А он основывает свои сведения на многих источниках. Я бы на вашем месте не стал бы на все 100% доверять Тисаеву. Я доверяю Тисаеву. Тисаев, я привожу как один из источников. Тисаев основывается на многих источниках. Это, в частности, Аздин Вазара, чеченца, который жил в 1395 году, 1460 году. А можно вопрос задам? Давай, шутит. Бамба, ты задал вопрос встречный насчет езидов. Ты сказал, вот как езиды дожили, если их вырезали? У меня вопрос, а как чеченцы дожили? Если чеченцы дожили, это отменяет тот факт, что нас Россия вырезала? Узай. Тут же не стоял религиозный вопрос. Как ты утверждаешь, что религия, ты же из этого контекста исходишь, что религия призывает уничтожать всех неверующих. Вот. И я говорю, если бы так, это еще в глубине веков, да, тогда могли бы вырезать, и никто бы слова не сказал бы. Мы выжили по-другому, по другой причине. Причина, почему их не вырезали, это то, что они дань платили, правильно? Рабы же нужнее, чем мертвые, от них больше пользы. Как-то дань платят рабы, джизью платят, ты считаешь? Это дань, это не налог. Вот тут не надо спекулировать на этом слове. Это именно дань. Дань и налог, современное слово налог имеет тождественное значение. Имеет, можно доказать. Не имеет, абсолютно. Садар, вопрос. Если вообще отнах вырезать, бабиеш, Коран, вырезать, биэлязин, хирдаса. Дань ты платишь за то, чтобы тебя не убили, ты за воздух платишь. Ты платишь сейчас налоги за то, чтобы тебя не убили, за то, чтобы тебе голову не отрубили. Ты за это дань, или за то, чтобы твоих детей не забрали это в армию? называется подушный налог. Нет. Бамба. Бандич, Чего? реки тят и дань. То есть какая-то группа силой Вот, это навязывает бандиты. человеку или группе людей. Да ладно, это бандит, что навязывает. Это называется дань, рекет просто. А налог – это ты содержишь свое государство и свое правительство, которое строит дороги, больницы, там, все такое. Он пейт хольцу на лучший налог. А дань он пейт цахуль, это все забирает мафия. Ставка этого хана забирает, там, халифат забирает. Вот ию, это совсем другая вещь. Дань это рекет, это бандитский рекет. Тут нельзя сравнивать бандитский рекет и налоги. Это разные вещи. Фундаментально разные. У меня вопрос. Куда мне... Одну минуту, если я хочу ответить. Одну минуту. Почему вы перевели джизью как дань? Бамба, куда мне платить налог сейчас? Дань, я хочу платить дань. Куда мне платить его? Куда мне? На какой Сбербанк? Я хочу платить дань. Еще раз я спрашиваю, почему вы перевели слово джизья как дань и потом в соответствии с своими современными воззрениями на дань? Мамба, ты не платишь дань, будучи униженными. Тебя не заставляют брить голову на лысо, садиться на колени и вот так вот, как это, руками вверх подавать дань, понимаешь? Это налог платить. Вот почему это налог. Будучи униженными, ты лучше изучи фикх, лучше шариат, изучи, пожалуйста. Ну, слушай, это некорректный перевод. Не для того, будучи чтобы мне подчиненными.
Нет, я Будучи сегодня... подчиненными, не униженными. Нигде не описано, что джизю платят на коленях, обрывают голову. Зачем ты сочиняешь? Я тебе могу привести примеры. Написано. Я сегодня плачу налоги не для того, чтобы мне запрещали ношение оружия, не для того, чтобы мне запрещали на моей земле, я хочу подчеркнуть, ездить верхом на лошади, не для того, чтобы мне запрещали строить храмы, церкви и так далее и тому подобное, миссионерской деятельностью заниматься и многое-многое другое. Не для того, чтобы я был обязан носить опознавательные знаки, чтобы мусульманин мог определить то, что я иудей или христианин. Так делали фашисты, немцы, заставляли повязки носить евреев во Второй мировой войне. Если ты это не знаешь, это фашизм чистой воды. Это сионистская шляга, которую придумали всего лишь это шариат. под влиянием Либермана, бывшего сионистская шняга это. Мамба, дай мне договорить. Я не знаю, шняга это или нет. Я перед тем, как узнать для себя и разочароваться в исламе, я общался со студентами исламскими и задавал им эти вопросы. Они мне говорят, да, это правда, да, это справедливо. Понимаешь, фикх, который изучают по 7-8 лет в Египте, в Медине, они говорят, что это нормально, что человек должен носить опознавательные знаки, чтобы его мог мусульманин определить и мог его прижать к обочине дороги, чтобы показать ему его униженное положение. О чем ты говоришь, мамба? Прекрати защищать этих дикарей. Если в тебе есть сердце чеченцев, тебе еще стучится, прекрати их защищать. Послушай, короткий ответ. Во-первых, я так сейчас вспоминаю из истории, это было до границы с Кордовским халифатом, где опознавательная одинаковая одежда, где шли постоянные войны, и чтобы своего не мусульманина отличить от того который пришел, не будучи мусульманин, там, шпиона или что. Эти были действительно где-то были введены знаки в какое-то время, когда была в Кордофе война. Вот. Но, еще раз говорю, никого джизю платить ни коленопреклонно, не обрывая голову невозможно, и не было такого предписания никогда. Это было, бамба. И это практические вещи, это не моральные вещи. В чем посыл джизи? Ты знаешь, в чем ее вообще смысл? Там есть смысл заложенный. Для чего она... Вот представь, сегодня нас захватили. И тебе говорят, плати дань. Дают тебе 3 дня, или мы тебе отрубим голову, или плати дань. Ты посидел, подожди, ты посидел. Дай мне сказать пару слов. Прими нашу религию, либо плати джизю. Какая разница, дань это, что бы это ни называлось, это ты платишь вон халифу, понимаешь, сидящему в Багдаде, ему платишь джизю, либо в Багдаде, либо в Мекке, либо принимаешь ислам, и дальше идет армия, завоевывает дальше территории, а те оставшиеся уже оккупированные, они остаются униженными, либо тоже существует сегодня налог на религию. Договорю, пожалуйста. Они либо принимают ислам и становятся рядом, идти дальше, как сегодня русские чеченцев рядом с собой поставили, да, завоевали. Еще, представь, нам говорят, оставайтесь униженными, не говорите никакого слова против этой свиньи, которая там что только не творит, людей на бутылки сажает, и неважно, вообще ничего не говорите, оставайтесь униженными, платите в Москве дань, вашу нефть, допустим, либо принимайте православие, и это благородно со стороны мусульман, с логики мусульман. В чем, знаешь, вся проблема? Проблема в том, что у них исковеркано восприятие вообще реальности, логики, терминов и так далее. Они говорят, это не принуждение. В их голове принуждение, это вот так, если ножом ты вот так коленку в голове представил, его на пол его положил и говоришь, прими ислам. Это принуждение, никто не отрицает. Зачем ты эмоции сейчас выплескиваешь? Нет, подожди, мам, дай договорю. Это в твоих глазах, в твоем понимании, это является принуждением. А то, что ультиматум ставит, примите ислам, или платите дань, или мы вас всем в голову отрубим, это не принуждение, ты говоришь. Хорошо. Нет, не говорю. Я говорю, это принуждение, это нормальная практика того времени и сейчас. То есть, Дамиан, подожди, прозвучало очень
интересная фраза. Это нормальная практика того времени. То есть лучшие из людей оказывается... Лучший из людей оказывается не лучший из людей, а такой же человек, как и люди тех времен, и его учение, такое же учение и практика нормальная тому времени, как и у других людей. То есть он и его учение ничем не отличается от варварских и преступных учений тех времен. А нет принуждения в религии, только что получается, он противоречит Корану сейчас, получается, правильно? Нет принуждения в религии, это получается на практике. По личности никого не принуждает, Дэймон, я тебе объясняю. Вот, ты же Джизью платишь, ты можешь исповедовать свою религию, все. Не-не, я То есть, объясню. получается, это война... Получается, что в этой войне цель не распространение ислама, потому что если ты платишь дань, то ты можешь не принимать ислам. Не получается. Вот именно. Не получается. Цель этой войны и цель Джизья этой намного религии, меньше, чем это закат, как свободница если вы знаете. Цель этой религии и смысл этой религии – это инструмент управления и покорения. Да в конце концов эта религия так и называется ислам – покорность. Принимаешь ислам, то есть я принял ислам, в переводе дословном означает «я покорился». О, великий араб, курайшит, я подчинился, я покорился воле халифа Курайшита. То есть это опять же доказывает, очень хорошо заметил Евронохчу. Были бы у меня, не знаю, 1 миллион сейчас заплатил бы тебе. Это очень хорошее замечание. То есть если платишь дань, можешь не принимать ислам. Выходит больше смысл, ориентир на деньги. Как и в любых империях было, и в общую царскую казну собирать дань с покоренных вот этих народов. Это обычно, даже став мусульманином, ты не перестаешь платить, понимаешь? Ты став мусульманином, ты платишь еще больше. Да, ты платишь уже закат. Да, но учтите, что из этого заката и из этой джизьи расходы ведутся точно так же, как и на мусульман, расходы ведутся на тех больных и нищих не мусульман. Вы это не знаете? Можно вопрос? Государство, оно могло само себя обеспечивать. Зачем им приходят мусульмане, захватывают их, чтобы потом им делать одолжение? Скажи, пожалуйста, зачем? Вот зачем, если это... Понял. Вот Какое государство само себя может обеспечивать? Нет. Например, Испания или Индия. Индия какую угрозу несло арабам? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Да, должно угрозу нести, если... Ты говоришь, что только когда нападают мусульмане, защищаются. Нет, Индия, я такого не говорил, еще раз говорю. Ты говорил, только когда нападают. Ты сегодня в эфире это сказал, что мусульмане... Я такого никогда не сказал. Хотел бы сказать вам... Подождите на секунду. Он сказал, ислам это религия, мирная религия, пока на нее не нападут. И весь разговор начался с того, что как эта мирная религия распространилась на такую большую территорию. Вот, Индия, как она напала на арабов? Можешь объяснить, пожалуйста? Я не говорил, что ислам мирная религия, но пока на нее не нападут. Я говорил, что у ислама есть ответы на вызов времени. Именно твои слова дословно. Именно, я сказал. Ислам, я еще раз повторю, твои дословно слова. Ответы есть на вызов времени. Подожди, никакой вызовы, ничего. Твои дословные слова. Ислам. Он тебе спрашивал, ислам это справедливая религия? Ты ответил, ислам это мирная религия, пока на нее не нападут. Это дословно твои слова. У меня память просто сумасшедшая, как у сахаба Аль-Харрауия ибн Багдади. Так что я являюсь хафизом
Так что можешь мне довериться. Бамба, может, из-за памяти ты говорил эти слова. Я вам сказал, что ислам, если на нее нападает, да, вы сказали, вопрос поставили так, если на нее нападает, она мирная, я сказал, у ислама есть ответы на такие вызовы. Никто тебе не сказал, ислам нападает. Никогда в жизни тут не говорили, ислам, когда на нее Ты нападают. обладаешь памятью эрудита, ну ты ж хафиз, наверное, обладаешь. Тогда давайте перейдем к другому. Говорил, там есть аяты про это. Аяты есть про это в Коране. Вопрос. Бамба, ислам, значит, идеология или нет, по-твоему? Если ты говоришь, идеология, политика, это мировоззрение, это полностью мировоззрение, ниспосланное Аллахом для руководства человеку, для того, чтобы он жил и контактировал, находил, то есть в социуме регулировал этими законами Аллаха, социуме, понимаешь? И отношения... идеология. Бамба, Вот могу я своего соседа? Подожди, секунду. Сейчас закончим. Ладно, мне важно было получить ответ, идеология или нет. Но он сказал, да, идеология. Все, давайте. Бамба, я могу своего соседа голландца добить? Кого? Голландец у меня сосед вот, живет прямо напротив. Я могу его гнобить? Гнобить? Гнобить именно, да, вот унижать. Зачем? Опускать. Ну, мне аят есть такой в Коране. Где? О чем? Он с тобой спорит с твоей религией? Ты у него в гостях находишься. Ты не находишься? Нет, я не в ее гостях. Даруль Ислам, ты не находишься. И даже если ты находишься, ты не можешь гнобить, даже если он гость, да, ты не можешь. Ты не можешь... Не гость. Мы на равноправных условиях находимся. Где? В Европе. На равноправных условиях. Ну, какие равноправные условия? Он в чужой стране, и я в чужой стране. Ну, я могу его гнобить? за что ты его должен гнобить? Объясни. Потому что он не мусульманин. Где об этом сказано, что ты его должен гнобить? Он на меня нападает, говорит, не молись, говорит. То ты можешь тем же ответить, ты сам не молись, и все. Аят есть в Коране. Ты Коран читал? Да, есть хадисы, где сказано, не ругайте чужих богов, чужое учение, чтобы вас не ругали. Соборница, 2 секунды. 13 сура, 37 аят, почитай. Просто вот ради спортивного интереса. Потом тафсир почитай об этом. Ты ему задал вопрос немного, знаешь, не точно. Задай ему так. Если ты будешь рад, если законы шариата будут применять против тебя в твоей стране, христиане? Конечно. Тогда если тебе запретят водительские права получать. Водительские права в шариате запрещено получать. Ну, в то время запрещали на коне ездить. Это равносильно, тождественно, как ты говоришь, это тождественно. Запрещать сегодня ездить хорошо. за рулем. Вполне, да. Согласен? Я приезжаю в эту страну и вижу, что у меня есть запреты. Это нормальное явление. Это практика мировая. Хорошо. А если тебя захватили в твоей стране, и тебе на твоей земле тебе запрещают ездить за рулем, как ты к этому отнесешься? Здесь наступает уже другое качество. Здесь наступает, что ты имеешь право на сопротивление. Это твоя земля. А кафир имеет право на сопротивление? Если он не считает истиной, он имеет, если его что-то не устраивает, имеет право. Но также другие имеют право подавлять его, если это противоречит законам Аллаха. Подождите, самый интересный камень преткновения тут в чем, знаете? Человек не читал Коран никогда в своей жизни.
и утверждать, что это книга от Всевышнего, от Создателя. Вы представляете, какова абсурдность этой идеологии и последователей? Они ни разу в своей жизни, никогда, ни разу не прочитали эту книгу, но рубят бошки, утверждая, что это книга Создателя. Веря, что это книга Создателя. Ни разу в своей жизни не прочитав ее. Вы Да, можете представить? ты правильно заметил. Я на скидку сразу называю суру и аят. Он даже не может даже сказать об этом. Я не могу сказать, потому что я тебе не доверяю. Ты мне не доверяешь? Я твоим переводам не доверяю. Вы тут 100 раз зашибались и переворачивали. Ну подожди. Антитеррор 2 раза привел более значимый, близкий к смыслу. 2 раза перевел этот военную суру. 2 раза. Илон Маск. Антитеррор, дайте я задам вопрос. Человек говорит, что в арабском языке 5 миллионов слов. Какие к нему вопросы после этого, я не могу понять. Дайте я задам Если вопрос. ты это не веришь, не знаешь, да, это определенный фактор. У меня тоже к тебе нету вопросов. 5 миллионов Бамба, слов а и чему ты понять. доверяешь? Бамба, а чему ты доверяешь? Я 12 миллионов вообще-то. Да, 12. Ты не являешься Знаете, Бамба, ты эмоциональным ошибся. В человеком арабском доверия. языке Тем 12 более я тебя миллионов не слов, а знаю. не 5. Задам вопрос. Дайте я вопрос задам Бамбе. Пожалуйста, дайте я задам вопрос. Бамба, в исламе, на войне, военным, исламским военным войнам запрещено или дозволено насиловать женщин, покоренных завоеванного народа? Да или нет? Скажи, это вопрос, на который божественная, самая милостивая религия Вот должна... теперь вот в этот момент он тебе не ответит. Нет, я тебе сказал. Однозначно, он ответил однозначно, нет. Теперь у меня вопрос к тебе. Мамба, представь, на твой город напали, на твое село, на твою деревню напали. Вас Подожди, покорили, как он говорит деревню. нет, если в Коране и в хадисах это дозволено? Как он может против этого идти? Подожди, ты главные моменты упускаешь. Ты на эмоциях как-то его эмоции спрашиваешь опять, как ты относишься, это будет нормально или нет. Я не упущу ничего. Дай я задам ему вопрос. Мамба, на твое село, на твой город напали. И ты остаешься жив. Вот ты воюешь или не воюешь, неважно. Ты остаешься жив. И у тебя в доме твоя жена, твоя мать, твои сестры, твои дочери. Если их у тебя уводят, от тебя их забирают, это считается изнасилование женщины или это не будет считаться изнасилованием? Вот этих женщин. Ответь на этот вопрос. Там прямо написано, те, кто не воюет и участвует в военных столкновениях, ни женщин, ни детей не берут в плен. Берут только жен, семьи. Обычно они сопровождали свои войска. Византийские войска сопровождали, жены военачальников, прочих. Персидские войска сопровождали. Вот эти только в плен берутся, а после плена уже распределяются. Подожди, Бамба. Когда завоевали Испанию, 1000 испанских женщин были отправлены в гаремы этих халифов. Они руководствовались аятом Корана, исламом, или они нарушали ислам? Ответь на этот вопрос. Кому испанцы мешали? Испанцы, они что, в Испании этих испанок захватили, в пустыне их захватили? Если ты говоришь сам, что они нарушали ислам, значит они нарушали. Бамба, ты не знаешь ислам. Бамба, если пусть даже это женщины... Ты хочешь сказать, что я не знаю историю, да? Бамба, хорошо, представь, что на тебя напали. Вот ты живешь в Индии, ты индиец, на тебя напали. Ты воюешь, допустим, Вас победили. Вот в твоем доме женщины, твои женщины, жены, дочери, если их заберут у тебя и уведут к себе, потом, чтобы их там между собой рассортировать, там, кому в подарок, кому они друг другу продадут или еще что-то, это будет считаться изнасилованием или не будет считаться изнасилованием? Ответь на этот вопрос четко и прямо, пожалуйста. Ты же третий раз меняешь ракурс, но я тебе отвечу. Еще раз говорю, если ты являешься участником войны
их Вот жены видишь, в плен попадут. Если ты не являешься, да, и как-то они попали в плен, да, ты имеешь право на выкуп. Эмир войска разделяет трофеи, женщины тоже в трофеи входят. Вот. А он распределяет, поступает с ними 3 способами. Об этом Нохчичу Язин книгу, по фику он был, это 2 человека, я не буду имена называть, да, как поступать в таких случаях. Он или отпускает, или казнит пленных, или отдает на выкуп. Нохчичу Язин книгам, Мишлен, свободный дэмя. Нохчичу Язин книга ничего не значит в исламе, во-первых. В исламе есть Коран и есть хадисы. Ты, Демьян, ты ему... Подождите на секунду, свободный аята была. Демьян, ты ему оставил место для вот этого отвода. Знаешь, каким словом? Одним словом. Он зацепился одно слово. Представляешь, он ушел от ответа, зацепившись за одно слово. Знаешь, за какое? Ты спросил у него, вот если ты живешь в Индии и напали на Индию, ты воюешь. Нет, ты не воюешь, ты защищаешься. А те, кто войной пришли к тебе, из-за того, что ты защищаешься, тебя назвали террористом, как русня нас назвала. Это такая же русня, исламня, понимаешь? Они тебя считают тем, кто воюет. Ты не защищаешься в их глазах. Они несут свет, Божье Слово, а ты какая-то чурка, видите ли, террористическая. Решила сопротивляться. Ты террорист. Они забирают твою жену, дочку, мать и отправляют их в гарем. Никакой выкуп. Это практика того времени была. Да, с того времени мне очень нравится, когда ты говоришь, что исламские да, если законы, мусульмане проиграют, они точно так же попадают. Мне очень нравится, когда ты исламские законы и слова, аяты, выданные лучшим из людей, в кавычках, да, Мухаммедом, придуманные им аяты, когда ты их сравниваешь с дикарями и с варварами тех времен. Это так и есть. Это варварский закон и варварская религия. Это такая же варварская... Точно так же высокообразованная. Это законы войны. Это такая же варварская идеология и религия, идеология тех времен, как и других варваров, дикарей. А мы, как цивилизованные люди, как чеченцы, смотрим на это с точки зрения цивилизованности, человечности и видим, что это варварство. Но когда людей превращают в таких же варваров, они оправдывают это варварство. Хоть отговорками, мол, в те времена это было. Но суть не в том, что было в те времена. Этот человек послан, чтобы исправить все эти практики тех времен, в кавычках. Пророки посылаются, чтобы, когда люди там скатываются до животничества, до вот этого варварства, чтобы сделать их людьми, чтобы их сделать нравственными. Он послан вроде бы исправить это. Но он не исправил нифига. Он просто оседлал это. Антитеррор, установил империю, которая до сих пор, не знаю, все портит, уничтожает, делает безблагодарными свиньями из нас. Антитеррор, я добавлю. Я вот когда изучал ислам, да, вот будучи в исламе, я читал, восхищался, вот когда эту пропаганду всю впитывал в себя. Ислам принес величайшую культуру, там, нравственность и так далее, цивилизацию, величайшую, которую мир до этого не видел. Я читал и восхищался этими арабами, я гордился ими. Потом я начинаю узнавать про рабство. Рабство тогда было нормой. Захват пленниц, женщин в плен и изнасилование женщин. Тогда это было нормой.
женился на 6-летнем ребенке, еще, может, и даже еще меньше ей было. А тогда это было нормой. А в чем тогда вообще смысл был ислама? В чем вы принесли величайшую цивилизацию и культуру? В чем, если все то же самое, любое, извините меня, самая грязь вам, тыкаешь лицом в эту грязь, вы говорите, тогда это было, тогда это было, тогда это было. А что вы изменили? Что вы исправили? Что вы дали этому миру тогда? О какой цивилизации вы говорите? Если вся эта грязь, она есть в исламе. Не забывайте добавлять, когда говорите про 6-летнюю его жену, как он у своего сына жену увел. Это самый смак, мне кажется, я считаю это смаком. Как он у своего сына Зейда, уже отказавшись от него и назвав его приемным, увел у него жену. Это тоже добавляйте всегда. Это еще как он женился на дочери двоих друзей Умара и Абу Бакра. Он Хафса Умара, Айша Абу Бакра. Это тоже не было нормой даже для арабов того времени, потому что для Абу Бакра это был шок. Для людей они сплетили вокруг Мухаммада, и когда он женился на жене своего приемного сына, понимаете, это не было нормой для арабов, это было дикостью. То есть Мухаммад совершал дикость. Представляешь, он даже для арабов был варваром, вообще дикарем. Представь такое вот. Даже на его фоне вот эти арабы, такие варвары в те времена, да, они оказались вообще агнцами господними. Представляешь? На вообще. Бамба, цаумали так, дела, мне тебя жаль. Вот у тебя же ты можешь представить, что вот это высшее существо, которое всех создало людей, которое создало вселенную, звезды, сильнейший организм человеческий, невероятный, высшее существо отводит в сторону какого-то бедуина и ему шепчет: делай вот это, делай то, издевайся над людьми, убивай это, твори вот это, и в конце концов, которое ни к чему хорошему не приводит. Мы на сегодняшний день видим, к чему бедуинов привело, к чему это приводит, что это высшее существо с таким деспотичным отношением к своим же собственным созданиям говорил это человеку, в сторонку отвел, чтобы никто не знал, и позволил это творить, и сейчас сидит и ждет, когда чем это закончится. Ты можешь в это поверить? Мне тебя очень жаль. فاتحة. Чего Риза? Бамба ногти вас мертвым, Сюлю мертвым. Коронный вопрос из другого чата. Бамба, хаман хачую. Виляющий. Плавающий. Империя развалилась. Люди в убытке. Самые бичи, самые неразвитые эти мусульмане сейчас. К чему это все надо было устраивать, эту тайну приносить, что ни к чему это не привело к великому, не привело к миру на земле. То, что он пришел и рассказал бедуину вот эти тайны. Дохкум даст в это верить. И что он сверху смотрит и говорит: давайте этих убивать, а этих я буду сжечь, потому что они родились китайцами, простыми китайцами, которые не приняли ислам. Я их сожгу, свои же создания. Дохкум даст сидеть 40-50 лет, прожив жизнь, в это верить. Еще говорить, оправдывать это нормально. Это нормальная практика с тех времен. Он же не пророк, простой же. Это для них нормально. Что ты хочешь вообще? Нормальный бедуин, такие же, как и другие бедуины, такие же, как дикари, варвары, такой же варвар-дикарь. Может, еще хуже, как заметил Демьян. Не, Хаймерс, Румац, Эльдол и Яц, вот он подметил очень, это можно даже еще расширить. Согласно вот хадисам, на землю было послано 140 тысяч пророков, то есть разным народам, там на каждый остров в океане по пророку посылалось.
И то ли 200 тысяч есть, согласно другим хадисам, 200 тысяч будешь. Теперь это вопрос, короче. То есть вот посылал 200 тысяч, 40 тысяч. Вот представь, они утверждают, что Бог 140 тысяч раз ошибался. То есть посылал, но не получалось. Посылал, не получалось. И так 140 тысяч раз. Военвенег ногчичувенег милутиеш Ахмад хаджиутиеш милу воената скурада язин масана вайтана милутиеш военвен. Уже после это Мухаммеда Цацева, это, ну, типа, там уже сами, короче, думаете. Нет, слухал вайтан мабоца дан милутиеш дан. Это шибаешь вот свой бусабдин телецтан максимум. Поимар воузмар измой ногчичувен милутиеш дан. Тесла, на твой довод у них ответ есть. Это типа апдейт каждый раз, корректировка. Не, дело в том, что не сходится дебет с кредитом, сходится сюда. Мухаммад последний пророк. Это был 7 век. 7 века, известный дюне был этот Ближний Восток, Европа, Китай, все. То есть 3 континента, чуешь, они были в недосягаемости. И еще где-то 700-800 лет Америка досягаемый Цахилла, плюс еще 1000 с лишним лет Австралия досягаемый Цахилла. Острова Океане, еще там Гавайи и прочее. То есть и на весь мир распространить надо, что религии, когда коммуникации нету между континентом, еще и даже Цахуш Ашбунахан, то не получится послать это. Сундел массан есть, то есть и надо каждое поколение посылать, чтобы дальше отвечать лишь мовати, старшее поколение сидит италия царь пророк, церах ширатуш, это какой-то сумбурный бред мой. То есть хор поколение в Айтвизе, хор группы ашел изолирован там в сельве Амазонки, чукчи там живущие в Гренландии, массан в Айтвишу, и каждое поколение в Айтвишу. Чтобы, если таким способом, да, он хочет общаться. Зачем ему вообще посредники нужны, тоже вопрос. Ну, он дальше. Там, не знаю, телепатические связи, валиш моются, для него не представляется этой проблемой. То есть, посредник это всегда плохо. Посредник всегда махлил шуках. Короче, это негативная вещь. Это торговля. Тесла, что интересно, он тут сега, худу гайон. Адмишин выбора ел, церквям поклоняться дочь, шедек дика долж. И церь свободный выбор олж, шедек нормально долж делать всемогущему, ой. Тесла, у меня замечание, ну, не к тебе, а вообще, в общем, Зладула. Вот это вот Земля вокруг Солнца крутится, и почему, вот, допустим, если бы я создавал бы, да, допустим, какой-то планетарий, я бы так сделал, чтобы, допустим, это симметрично Солнце равномерно располагалось ко всем часовым поясам, к Северному полюсу, Южному полюсу. Почему такое искажение получилось? Там в сторону Чукотки больше, как бы, идет Солнце, а там меньше. И как-то, не симметрично, в общем. Наклон земной оси. Да. Ну, не симметрично. Если бы я создавал бы, допустим, вот сейчас визуализацию какую-то, да, и я бы как-то симметрично создал бы часовые пояса, точно, четко, перфекционист, как знаешь. А тут как получилось, как будто бы накосячили. Ты про разумный дизайн говоришь, а здесь, короче, с какого-то хаоса возник один порядок, который нам из-за сложности системы потом кажется дизайнером, да, недостаточно воин, короче, мы что предпочитаем из-за сложности говорить, не, это не может такая сложная система сама возникнуть больше. Вот Тесла, помоги мне сейчас немножко собрать мысли в кучу. Tamam делаешь вопрос. Делаешь бамба так и до конца
внятно не объяснил, что к чему. В общем, вопрос такой. Ну да, он подтвердил, что ислам – это идеология. Соответственно, эта идеология говорит, что земля принадлежит Аллаху. Да, сомнений нет, она принадлежит ему, потому что он его создал. Хорошо, пусть, допустим так. Но они как представители на земле его, пользуясь тем, что идеология говорит, что землю надо освободить от неверующих. Соответственно, изначально все люди, которые на земле живут, им она не принадлежит, то есть это долой. Соответственно, каждый, кто согласно идеологии принимает ислам, он как бы отвечует, тот, который хочет соблюдать свою веру, в общем, вот так вот устанавливается, грубо говоря, конституционный порядок на Земле, на всей планете. Вот. Основа, вот вся основа. Как только человек отказывается от своей земли, от своих корней, соответственно, вступает в силу другое. Земли мусульман. То есть уже земля мусульман. Все, тогда что ты уже никто. То есть ищет положение. То есть тут можно сразу же автоматом параллели коммунистической идеологии провести. Ахмад, знаешь, почему мусульмане никогда не признают ислам идеологией? Они прикрылись статусом религии, потому что если они скажут, как есть, то, что они идеология, их запретят. Это фашистская идеология, понимаешь? Это единственная причина, по которой сегодня они, волк в овечьей шкуре, они маскируются под религией. Бамба подтвердил, что это идеология. Понимаешь? Это Ламба подтвердил. А арабы никогда не подтвердят. Мы сейчас говорим о нем, об этом моменте. Мы не говорим про всего. Я вообще говорю, что сами арабы никогда не подтвердят, что они идеология. Они будут как вот раковая метастаза залезать тебе в организм и пожирать его изнутри. Приехали в Голландию и стремятся установить шариат в Голландии, понимаешь? Хитро улыбаясь своим соседям, коллегам по работе и так далее. Каждый мусульманин, если Мамба бы знал бы свою религию, он бы знал, что каждого мусульманина обязанность хотя бы миллиметр на миллиметр шаг делать к установлению шариата на той земле, на которой он живет. Обманывать, хитрить там и так далее и тому подобное, но все делать, чтобы шариат установить на этой земле. Оккупация, понимаешь, такая ползучая, тайная оккупация. Когда у них силы нет, они себя ведут как дешевки они себя ведут. Силы нет, они хитрят, улыбаются там. А когда у них сила появляется, то тут начинается ад, тут начинают убивать, насиловать женщин твоих и так далее и тому подобное. Тогда они свое лицо показывают, сам во всей красе. Угорь, тут первое надо уточнить, Или же я добавлю, или же важный момент, дайте я добавлю, если... Сейчас, 2 секунды. Ненадолго. Когда появляется спонсор, когда появляется, тоже не действует так. Тут надо добавить, что мы не говорим о наших людях, прицепившись, скажем так, есть арабы, настоящие мусульмане, как вот евреи, иудеи. То есть нету не евреев, иудеев, там, не знаю, может быть, там, это еврейская религия, да, национальная религия. Таким же образом ислам является национальной религией арабов. Пока аббасиды не свергли амиядов и не стали халифами, ислам был арабской религией. При правлении аббасидов, когда халифат расширился от Испании до Индии, вот тогда ислам стал интернациональной религией. Но так как это является их, скажем так, арабской религией, остальных не арабов, мусульман, можно назвать прицепившимся вагоном. Это просто вагон, цепляющийся за чужой культ.
Таким же образом, мы, когда говорим тут мусульмане, не утверждаем про этот вагон, про нашу молодежь, про наших людей, обманутых, и закрытыми глазами, закрыв им глаза, их посадили в этот вагон, прицеп. Мы не имеем в виду их, мы имеем в виду именно стражников, носителей этой религии, создателей, распространителей, курирующих, спонсирующих эту религию именно арабов Саудии. И рассказываем нашим людям, что является истинным исламом и кем являются истинные мусульмане, чтобы наши люди отцепились от этого чужого культа, чтобы наши люди понимали это. Делаю ремарку. Они не являются мусульманами, они не арабы. Пока они не станут арабами, они не будут, даже если они станут арабами, они арабами никогда не будут признаны. И никогда им гражданство Саудовская Аравия не даст. И никакого убежища никогда не даст и не давала ни одному чеченцу. Так вот, поэтому, когда мы говорим мусульмане, мы не утверждаем о наших людях, потому что не может быть мусульманин не арабом. Это арабская религия, точнее, ихние обычаи и культура, ихний идол, возведенный в ранг религии, и их идол, возведенный в ранг небесного Бога. Это стало мейнстримом благодаря ихней силе, ихней империи, ихней пропаганде. Тем, что им удалось насильно исламизировать, арабизировать, ассимилировать своей империей народы. Но это не значит, что это является религией или какой-то бог там. Это просто имперская политика. Поэтому, как бы наши не вставали в позу перед ихним камнем, они никогда не станут мусульманами и не могут быть мусульманами. Ислам – это арабская религия. Коран – это арабский закон. Аят, сура 13, аят 37. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Мы не спаслали его арабским законом, арабской властью. وَكَذَلِكَ. Таким образом. أَنزَلْنَاهُ. Мы не спаслали. حُكْمًا عَرَبِيًّا. Арабским законом, арабским правлением, арабской властью. Эта книга и эта религия является арабской религией. И как бы мы ни вставали в позу перед их камнем, перед ними, как бы мы ни рабствовали перед ихними шейхами, жрецами, которые дают фатву, а наши выполняют ее беспрекословно, мы не становимся мусульманами. Мы просто становимся рабами арабов. Говорить о том, что я раб Аллаха, это не делает тебя рабом Аллаха, потому что у тебя нет номера Аллаха, куда ты можешь позвонить на белые ночи и пообщаться с ним по душам. Ты ты раб того, кто говорит от имени Аллаха. Запомни это раз и навсегда. Ты являешься рабом араба. И шел Туамбельч, и дух Гуч был, и проповеднейший. Знакомство с исламом началось. И царь Идыч, все кафиры будут в аду. Все будут они гореть, они проклятые, заблудшие. Вот с Жим Волша уже возникали у меня такая абсурдность в этом. А вопросы задаешь, Златволович, и Мексика, аю Халкович, дик семья очень, католической семье, растет, соблюдает закон, хороша к своим родителям, соблюдает все законы своей религии, учится хорошо, становится
в университет поступила, и умерла она. И спрашивает, она будет в аду? Да. Я говорю, ну она же не соприкоснулась, она считает, что это истина. Нет, она будет в аду, Бог с ней. Я говорю, так это же несправедливо. Нет, Аллах справедливый. И ты в Притом 18-19 вечно. лет думаешь, да Аллах, только я этот абсурд вижу. Никто больше в этом абсурдность не видит. Или что-то со мной не то. 18 лет не было. И когда в 60-летние, 50-летние мужики мне говорят, нет, это истина, Аллаху алим, тогда ты думаешь, подожди, тогда эти слова про то, что они будут в аду, можно убирать, или нельзя их убирать? Или это там решается по-другому? Тогда зачем их сюда прислали, эти слова про ад, если там будет по-другому решаться? Она не просто будет в Дело в аду, том, что она будет отставили вечно в люди, аду. ислам создавали. Дон Румата. Она не просто будет в аду, она будет вечно в аду, Да. согласно исламу. Ты представляешь вечность за За то, что? что просто человек верил в что-то другое, не И не слышал об соприкасался ни исламе. с кем, да. Ни Да, с исламом, ни с да. чем. Не виноват. Какая справедливость и какой справедливый Бог. Чукчи и северные люди все вагонами в ад идут. Да. Да, получается, Пусть ислам переселяются нацистская с религия целым какая-то. народом. Представьте, Мир вообще поколение тысячелетиями идут очень они. хочет цивилизация пока там до 7 века вся цивилизация будет в аду гореть, потому что не знали Махмуда. Она не поняла. Так она с детства считала истиной свою религию, своих детей и родителей. Она в это верит. И с детства говорили, что Иисус ее Бог, и она его любит. Но не принимает она каких-то арабов. Она не виновата в этом. Она верит в это всей душой. Нет, она будет в аду. Дохкум даст. Я больной, Мехтерсон. Я чего-то не понимаю в этом. Нам всем надо уяснить, что ада не существует. Пока в наших головах существует ад, понятие ада, мы будем все время бояться и бояться. А трусость, она ни к чему не приводит. Трусость, она приводит к гибели. Гибели нации, гибели человека, гибели семьи, гибели всего, все, что тебя окружает. Веймейр Хамаду, Веймейр Хамду, Владулыш, Веймейр Хамду. Мы никогда никого ничего не боялись. У нас даже есть легенды, у нас есть шутки по этому поводу. Когда урожай был разрушен из-за града, ливня, шутку издюсь, а бокал хальхум ждешь. Да, у вас разбор кшевой, короче, а ты мой урожай уничтожил, бог, да? Ишт хамелш, ишт ойлилш, ишт кыин был ногчи. А сейчас нас выгнали в какую-то трусость. Мы боимся вправо посмотреть, влево посмотреть, под ноги посмотреть. Нас сделали трусами из трусов. Понимаете? Надо заканчивать с этим вопросом вообще. Не согласен. Львами Аллаха нас сделали. Что ты? Но, правда, от львов мы только 4 жены переняли. Насчет смелости можно поспорить, конечно. Мы львы Аллаха, не согласен. Ты только что сказал, что номера нету Аллаха, поэтому мы львы вот этих, которые нам этот дин толкают. Ну да. Еще один вопрос. Арабов. Ажла, антитеррор. Про это вы тоже не говорили. Ажла. Слон саму Эльч, Аллах, ангел спустился и говорит мне, все, ты будешь в раю. Ты полностью, вот тебе извещает вот при жизни Господь, что ты будешь в раю. Цанумана сагатир, да, ахчен, карьеран, вот что бы ни было, я буду всегда в духовном равновесии, эмоциональном, физическом. Цанна бурчу совервас, никому не залезу, ни в какие скандалы, ни с кем не буду ругаться. А тут смотришь,
10 сподвижников, только он умер, между собой баклан такой устроили, режут друг друга. А еще с 2 сподвижниками против Али, этот против того, война верблюдов. Ты думаешь, а как так? Как могут быть люди, которым обещан рай при жизни, такое устраивать? Да им должно было плевать на эту власть, должно плевать на все. Они ждут только, когда попадут в рай, где им обещаны такие удовольствия. Так Ну, исламский почему-то рай, они это же так просто сильно бордель. цеплялись за мирскую власть, да, за мирскую вот эту. Ты знаешь, меня на мысль натолкнул. Некоторым и 72 гури не хватит. Им будет мало. Ну какая мотивация у тебя может быть? У тебя рай уже. Как ты можешь с кем-то драться, кого-то убивать, кого-то что-то там, знаешь, соцахет. И там основной за власть была борьба. Какая мне нужна власть в этом мире, который пройдет как один миг, Сармабар? Зачем мне это, когда мне рай обещан при жизни самим Богом? Зачем братья по вере убивают друг друга, за этот мир? Ну да, если хадис есть, кто там поднимет кинжал, там саблю против мусульман, оба будут в раю, а тут Рубилова конкретное, хотя им рай обещан. Я не понимал, я думал, ну как вы этот абсурд не видите? Эта вера же и рассчитана на тех, кто не думает, у кого нету критического мышления. Потому что 100% верующих не существует. Это миф. Значит, они, будучи с пророком, сомневались, будет ли им рай, сомневались, будет ли это то, что им обещано. Поэтому они хотели нахапать при жизни то, что возможно получить. И первые войны у них шли из-за деления своего трофея при захваченных землях. Надо ли отдавать 5-ю часть семье пророка, не надо. Первая борьба у них из-за этого трофея началась. Убивали Омара, зарезали, этого зарезали. Али начал против Аиши воевать. Тохумдони. Ислам вообще создан уже после Дикхамаяльни. Художник Мухуль при жизни там не есть особо замечательный шват, и вельми сразу цум картинч да злом. И сан уже после смерти придумать ярик бэкграунд, исламский. Даже само название ислам уже я придумать до названия религии. Изначально ши последователь ши набрать пен там ши мак захватить ну короче Куэллен диктаторский почал. И окружающие стали называть, как и полагается, магометяне последователи Магомеда, то есть магометанство, как и с остальные религии. Все вот эти крупные религии, нам известны, они называются по имени главного ихнего, скажем так, пророка или посланника, или главного, например, Иисус Христос, христианство, Заратуштра, зороастризм, Будда, буддизм. То есть вы и я всегда используется вот этот вы основоположник вы религии. Точно так же Магомед, магометанство, для всех найти. Потом же, когда уже из нее религию делали, чтобы обслуживать империю, им возникла необходимость слушать новый дин дашви, ну особый дин душу на ишти дата хота хота бошум стадицен. Это вообще уже все история была. Были там сходящие истории были, как империя это начиналась, но как таковой религии не было. Да, и чтобы эту религию создать, дать ей название, нужно было легитимное название от самого этого посланника, чтобы он говорил. А он никогда новой религии цабягацу, что посланник Аллаху, подчиняйтесь небяга, подчиняйся Бога, радуматта ислам Богу, ислам дешен Божий. Вот они сделали эту подмену. Что ислам, где подчиняться, где цабагацу, это просто такая религия, она так называется, подчиняйся Богу. И вот это имя они попытались пустить. Оно там не приживалось, пока в Саудовской Аравии нефть не нашли, и они начали спонсировать гор Шарах, миллиарды, чтобы строить там мечети в Пакистане, в Европе разными, спонсировать, те же там в рассвет тоже, нефтяных бабок, когда уже из ушей они бабки полезли, уже доллары, нефтедоллары. Так Саудич, короче, и ислам, дальше шундагдова, слово ислам не использовалось.
оно спонсировалось уже потом. Я придумать тем дуй. Эйнсон личку Язусу, а ты что такой развитый, что ли, Бог? Ажил. Одно людям говоришь, а начинает в любом случае пытаясь тебя оскорбить. Никакого мышления, никакой критики в голове. Да, очень жалко мне мой народ. Очень жалко. I'm практически бери амри дади шалам машо дошо. Машу. А я вот смотрю, вот это Кааба, и возле нее сейчас построили вот этот сталинскую высотку. Зачем они это сделали? Upgrades. Теслу ты не пытался, кстати, вопрос рассмотреть, почему так несимметрично располагаются вот это вот северный, южный полюс, восход, закат солнца? Почему именно так? Почему можно было соорудить, чтобы как-то, ну, как перфекционист, равномерно? Там 3 часа, здесь 6 часов, а не вот это вот непонятное что. Иса Мархавич, мы попросим его передать этот вопрос наверх. Там посмотрим. Да, антитеррористия от Дикамеля. Воинам холда свой посланец волшебный чайнажу. Личный посланец Волжба. Да. Ждал целый час. Да, Лавчинсон юмор, вот он шикарно, что он может стендапы вести от имени Исафа Юмора. Не, он может потихоньку так паству у нас соорудить, потихоньку дань снимать с нас. Какие-то налоги. Антитеррор. А как думаешь, откуда родился миф про вот эту делегацию в VII веке, которая пошла в Мекку за исламом? Я даже не знаю. С Лубянки. Ну, это 100%. Правильно, на Лубянке. Это совершенно свежая такая. Я бы хотел задать вопрос, а какое у вас отношение к Шамилю Басаеву? У меня лично замечательное. Превосходное. Герой нации. Последний из магикан. Герой Первой войны и, скажем так, антигерой Второй для меня. Точку. Трактор пашет океан. А кто он? В ислам ударился или как? Я не думаю, что он был ишта. Потом он в конце, когда интервью давал Бабицкому, вот эти его последние, уже видно, что он вот этих ваххабистов или ахлю сунна не переносит. То есть он понял, к чему вот эти заигрывания с этим ахлю сунна ваххабистическим исламом привели. И явно по интервью это видно. То есть свою ошибку он понимал. Его ошибка была Ларом Бакачарского Ларом, мне кажется. Ну, в любом случае, она нам дорого обошлась, короче. Мне его жалко, этого Шамиля Баладич, да. Он был искренний, открытый человек, я с ним общался. Он, когда общался, он был он
у него тон был ниже, чем твой. Вот я говорю с ним, допустим, он ниже тон ставил. Это Рыхтарсинга. Я чуть старше него был. И то, что он вот эту западню попал, это он сам понял, что попал в эту западню уже 2000-х. И он уже, ну и уже не отвертеться ему было. Он уже попал. Ему надо было идти до конца. И в этом плане мне его жалко, что он вот так получилось. Tamam, Volkan Madardич Atobatsatsan, Рада Ишатсатсан. Он был как бы молодой. Дело то, танюк авол болчнаанюк яр хадешу гадала. Таммо тан эл дагдор дочтек үш официально эл тан кварчу дочек элам элэрту. Шариатский судья. Уже это Киего Юлин театр, да, дух арба мег бусов деня бош. Сокиет положение, ишь бусов деня, лишь яд басо. Шариатский суд вахя, вука, мозу бух бухабайлыш, короче, да, шариатир полный бух, мабухабайлыш. Инзари айла бна, мабуаш, муфти Кадыров ашу, ша йола исламский элиту собраться. Интер боцунг и мекш дук арба, охобо. И вот, короче, хелишиаты бузовдали, что? Он никогда не был популистом. Он популистом не был никогда. Он Бунчур Арвал, вариант Ацацугана, он не знал, он не столько развит был в религии, чтобы оттуда выходить-то и говорить открыто. Некоторые вещи шарезываются, я побацаться. Точка Каким невозврата. способом можно отменить клятву по исламу антитеррор? Антитеррор. После твоих вот этого твоих онлайн-встреч наших я начинаю потихоньку интересоваться. Гегач, Найнхуэч, Тинхуэч, Асичик Ба, ну, тешо, бусубдина. Слушай, Ба, ну, то, Эл Маэло, после него не будет пророков. Он, царь пророк, учится Вэллон. Вот этот 100%, говорит, откровение Юсон. То, что и Боду, и Дин, и Исту. Задок был помощь. Да, насчет этого... Дом Румата. Например, Греция, это ПМР, Хилуат, ПМР. Например, Индуш, Индейч, Бац, ПМР, Хилуат. Абориген, Чукат, ПМР, Хилуат. Именно семитский наш букваш поймаш халашей бошпеш. Нигде нету в мире поймаш. Вот они перестали, сказав, что у них последний посланник уже пришел, и они перестали, потому что они же это вообще ишмабой делушпеш. Ну, нас трудно мусубо поймать царствовича. Конечно, бубо. Еще есть, знаешь, в Америке там массовые самоубийства сейчас. Пророк Шбушаш Бош. Много это было, огромное количество даже. Да, самоубийство люди массовые совершали. Да. Азбас, освободи Бас после Моисея, когда Иисус пришел. Через 3000 лет Бас примерно. Ну да, Азбас, освободи, может появиться, откуда ты знаешь. Слишком мало времени прошло. Цанца Херватсон и Бардон. Людей не заставить задуматься. Просто. Я не знаю, это как наркомана не заставить бросить, если он сам не захочет. Тут то же самое. Пока сам человек не начнет думать, ты его не заставишь думать. Просто ну, я надеюсь, вот эти наши шариатчики установят... Ну, я не надеюсь, что они установят шариат. Я надеюсь, что они установят шариат, и после этого... Наши люди начнут задумываться. Я на это надеюсь, что они начнут задуматься. Так я буду делать все, что в моих силах, чтобы насильно нашему народу, я считаю, каждый чеченец так и должен поступать, чтобы и отдавать, если на это придется, свою жизнь
посещать свою жизнь и смерть своему народу, государству. И мы будем делать то, что в наших силах, чтобы этого не произошло больше. Но если вдруг у них получится, то это будет лишь плюсом к выведению и к просвещению нашего народа и осознанию их, что такое истинный ислам. Съемждите, содавигна, короче говоря, водвин, сашейханты, сон джин эртах. Это очень интересно был у меня опыт. Очевидно, что так анту бог чё джин эртох. Сон бэш чё хажин, бэш там было. Гоин бэш забаха. Хажин дун 100%. И камяж деш идун. Вавижен сон тихаин. Цан цатан цам дюш уй махюш. Дюш. Я думаю, уже выйди, пожалуйста. Арвала, засада лошек. Цан цата деш халаэтин ба. Дела чёлник думаю, чуа. Асхата гвалин. Кыни хышей гвалин. Эрдох кардон хончу. Я думаю, ну хорошо. Короче, 5 лет прошло, до сих пор ждем. Доброму это, я хочу дало, что из молоца, лайфхак, чтобы сразу это прекратить. Просто война, он цаха, и цахуша, и лайфхаки. Сейчас из бойца, цанмалан, ты бюкш, вукман, ты бюкш, вукман. Лучше сразу, короче, сейчас первую тема дигня, сразу дешь, дабы лучше, всех дадязе, и база. Ишт голос, да, лишь-то. Салам алейкум, удяш дешуали. Да, сразу салам нужно. Чуя, короче, сожина, туда-сюда. Свободи, самое Выглядело бы очень интересное. забавно. Лайфхак, свободи. Да, сразу дела с диксой бога би, адикюш, дадует соалица. Ош эдош, сан движение, я все, да, я знаком, база. Турку модный сволочь. Когда выглядит ирдородский момент. Что советуешь? Царь и основном и массу джиншный блок, царь. И ждешь душу, никаких джинов там нету. Это людям уже надоедает. Еще и голоса, они полностью царь получают. Что ешь, да? Еще и голоса, да, короче, цапало идти, всех шкочат больше, что уже годами. Царь Коран дюешь, уж были делать, джин, движение и еще. Но потом боится кому-то это рассказать. Еще сразу лучше сделайте, сразу при входе, да? Ассаламу алейкум, чья дохша. Забавно выглядело бы, если бы я зашел бы к ним и так начал бы себя вести. Вы террор. Если чур джинлок солы, если чур садак, твори. Короче, он İçe Kherson idem diye durmuş. Что за это шловец? Вейдер, аулет лек сауди. Акон гажа, да, прешера, арталуш, валай. Они звучат прешера, сразу, да, дези. Учам беру, эллегал. Чего не кардушин, что вообще можете дать? Мегерду яшал. Мегерду, Элла. Собар еще кажется, ганто. Что Коран дышит, что я Коран дышит, что Айлен, халават, что Эрвас, ну как я держался, бар. Жена Дака выгнул. Как я держался, бар, что там, Коран дышит, Эрвас, что нормально держался. Слушай, Ираке сакурт генишен, задушим богопяк более, когда-то бой бьяч. Жена дакша вообще. Иса, почему и... Когда я, сейчас он чуджин эртуах больше, он. Господин Сорья, почему этот испытуемый не может... Чувал сейчас листин от эрет, я короче, совается и джин на ту, это все на джин это спихивать же можно. Мадусунга, адмалусунга.
Пока сагатsun taas Возможно, Тесла. Провод ушвой. Дела, ну, возможно, балбон. Это на восток, заколебаться, лерью будет. Тесла, tu čuo нормально твердят, варианты бога. Ну, хабех мабати, царджин дубахать, значит, они признают, что ты не контролируешь себя. По полной безах, ногами пихаться там, бросок. Хайкаячун, твой шухтига. I'm sorry, what, Они Тесла? в ответ палками или прутьями начнут бить Теслу. Они ведь это практикуют. Сейчас он чурджин, ардуак пошел гажа, я царь, шада, я царь. Палками бить не начнут, потому что джин астральный, виртуальный существует. Гажьяттатун, умахердатун, Коран есть. То есть они не могут, они Коран только читать могут. А вот у тебя руки развязаны, а джинну управлять пешу, как робот, и ты можешь сам и бахать по полной. Нет, они нажимают на брюшную полость. Нажим, что сам. В ответ на разные места причинные. Тесла еще истории джиннов. Обламывай. Материал, откуда этот миф. Мне интересно, да, ислама, как вывешивал это я. Иордании, кажется, был случай на суде, которого приговаривали какое-то преступление, он пригласил свидетелей джинна. Это реальный случай, есть засвидетельствовано. И джин как бы заступился за обвиняемого, и его отпустили в зале суда. Психически больной будущий эпилепсии, панический атак, стрессовый атак, Аиса, есть очень четкий, 100% джинду эйдош. С редкой болезнью. Называется он синдром Туретта. То есть 100% джинду эйдош. Погуглите, синдром Туретта. Когда человек не контролирует шадюцик. То есть у яц бюрдеш дючи, цахам дючи, и он не может это остановить. Он власти отдать. Интересно, погуглите там. 100% джинду эйдош. Диагноз могут. Есть царь к джинам приписывать ящик. Он что, джинду даст диагноз могут. Азуат дой, набьей садая. Кадлоя. Вообще масти учулио. Он что, джинно 100%. И что, опять диагноз? Этот джин всю жизнь во мне живет. У меня всегда состояние депрессивное какое-то. Просто... Значит, ментуй, да, когда царем есть. Хайч-то ментуй. Царь, вот пошел диагноз, я году, еще вообще за сверхдебилизм. Борис с исламом внутри себя, кушай сало, брат. Рецепт точный. И, кстати, и антитеррор, Алла Шваршин. Я так было, има что интересно. Казак Багун. Антитеррор. Расскажи про джиннов до ислама, период до ислама. Были продавцы сала. Хуэлара, Иса, цахитар. Про джинов расскажи, ба. Джин демонический, что древний, вообще духани, и шумерши, это вообще до ислама там. И что важно до он антитеррор? Ну, объясняю вот эту там склонность к человека к насилию, там непонятное исчезновение людей,
Ну, все это приписывали там к демоническим вот этим. Ну, они были, по-моему, изначально вот эти инопланетяне, которые нас сотворили, но среди них были вот и негативные явления, инопланетяне, которые, ну, негативной энергией там питались или еще чем-то, и происходило. Все это приписывали вот этим демоническим существам, но у которых, например, химера у этих греков была, химера вот этим змеиными, по-моему, головами, у других другое, ну, разные вот эти чудовища, монстры, демоны, это вообще древние очень. А кому приписывалось это, вот это все? Какие демонические сущности были у наших предков? Это вопрос уже к тебе. У нас Сермак был. Нашу мифологию, там вроде бы как никаких демонических сущностей как таковых нету. Сермак, да, не всегда, Сермак Аллах. Что интересно, интересное такое наблюдение, которые как бы увидели, что вот джин в человеке, они начинают верить в Аллаха. Аллах ведь это тоже дьявол, а не Бог. Аллах это Ваал, у него рога в форме полумесяца и между ними звездочка. Символ ислама, вспомните. И о чем там? Ты создаешь море демагогии, там, часовую. Мегадацием здесь надо бить по Чукотке. Я имею в виду, что просто так Аллаха не могут верить, а когда джинны увидели, ну, типа, как бы, какие-то, да, там... Чудо, да? Да, и тогда начинают верить в Аллаха. Они так не могли верить. А вот когда увидели джинна, почему-то в Аллаха начинают верить. И что он... Тогда Аллах должен Маша любить Аллах, джиннов за то, табарак что он Аллах, нас верующими хамдулилlah. делает. Ну, типа, короче, формула такая: увидеть джинна, поверь в Аллаха. Аллах должен любить джиннов, а не проклинать их, потому что благодаря ним люди мусульманами становятся. Точно, точно. حديث فزيع أرجع داس أرجع لأشكر شيء نشلو يشكر شيء داير وربصوا بسكنت الدين تبقى общем, короче, أرجع لأشكر جهاد يبو إيش شيء تبو что один что ж джинни шейт читать. Представляешь себе такое достоверный хадис, что он. Как на меня посмотрят люди, если я на улице начну черных собак убивать и шесть, что больше? Господин Соболец, витаю. Иса, а почему именно Аэс Джаучу должен? Почему не Кей Джаучу, не Мож Джаучу? В чем причина Аэс Джаучу? Ну, это как черная кошка, типа. Вот. Да, короче, моду хадис. Сказал, типа, если бы мне Аллах позволил, я бы их всех убил полностью, оставаться. Но Аллах мне позволил только убивать черных голосов. Черный красун, и черный золот, пятый лордуксон, более лордуксон. Может, черный жалишься более агрессивный или... Да. У христиан черная кошка, у мусульман решили противодействие, там собака черная. И объяснить Аллах, это объяснение вообще за голливудский Оскар Еломи Гордош, короче, объяснение фоллонского. И христианский черный кошка. Аллах знает лучшее душа. Христианский черный кошка, что это символизирует, типа пришествие, беда, за им болты. Ведьми и фамилия ведьмец. Черная кошка, это как бы ее шпион, ее глазами или в ее теле она может
шпионить там или ходить ночью, ищца. Ведьме помощники. И то это средние века, это не 7 век. То есть это уже примерно средние века Европы. То есть собака, скорее всего, что-то скорее всего, не это, не черная кошка послужила прототипом. Ты тут что, не наш боится? Еще могу я. Как вы себе такое представляете? Хожу я по улице, а там черная собака, и я ее должен, короче, убить, потому что она черная, потому что она по религии ислам шайтан. И как на меня люди посмотрят, если я их убью, если я буду при них черную собаку убивать, говорят, что это шайтан. Это обязанность на тебя. Просто обязан уходи. Представляешь? И в это люди... Вопрос, каким способом надо убивать ее? Любым, Аллах. Гуманным? Гуманным способом. Надо всегда, вот эти, насчет убийства в исламе, надо строго следовать шариату. Слева направо глотку там и вырезы должны быть не длинными и не короткими, что-то среднее между ними. Всегда придерживайтесь середины. Метод эти... Так ты врежете гору, она тебя покусает 100 раз. Либо можно сразу рубить. Сначала его пальцы, есть у собак пальцы бывают, кстати. На лапе пальцы, рубите крест-накрест, потом руки и ноги, и в конце можете отрубить голову. Для начала выколов глаза. А голову надо зажарить и съесть. Как великий халиф, то есть Сахаб Халид ибн Валид сделал с каким-то бедуином. А потом дальше не буду рассказывать тут, что он делал. О, посланник Аллаха, дай мне его отрубить голову. И в практике антитеррор и поводу оморваться. Çok yaşlı и практик. Пытки умщаться. И могут его любитель. Ну, видишь, это была нормальная практика того времени. Чем тогда Дела соцсети в того времени или в того времени. Я не верю, что даже в те времена... Почему мы не живем в то время теперь? Да, вот всем переселиться бы туда сейчас. И предлоги... Это предлог антитеррор. Социализм, любой, когда что-то их не устраивает, сразу тогда это было нормально. Примерно еще каче бейра. Вообще, бейдош уже yok кузуриясу под 50 лет каче. И олшин мы цари, состоявшийся уже еще каче бейра. Даже 200 тысяч лет назад еще каче бейра такой. Аиса, это, кстати, немножко неправильно, Дон. Бухарис Ишшокач Язошена, он имеет в виду лунный календарь. Мусульмане пользовались тогда лунным календарем. То есть Баршо и Ишо, лунных Ишо, это на 3 месяца меньше, чем солнечных Ишо. То есть 8 лет и с чем-то и было, типа. Цыган даже от 6 до 9 разногласий шансы конкретно. 6 лет уехал, но гадится, короче, 7 лет бой, любовь, что играла, гади штук сега. Достоверно любовь еще. А чем вас это правильно? Сказано, что она в куклу играла еще в том возрасте, когда ее забрали к Мухаммеду.
Бамба, объясните, можно так. Я сейчас черные собаки. Да, Почему их надо убивать? Геометрический возраст возьмем, так оно и есть. Но чем это вас не устраивает? Не, я говорю, ладно, это пропустили. Я про черных собак говорю. Про каких собак? Есть хадис достоверный, что пророк завещал убивать черных собак, потому что это шайтаны. При встрече любой черной собаки убивайте их, ибо это шайтан. Я слышал. Ну и как это? Ну ты знаешь, что современная наука говорит, что цвет черный у собаки рецессивные признаки скапливаются. У негров тоже, наверное, да? Негры – это кожа, а тот черная собака – это совсем другое. А это неправда, Бамба, ты что? Я Это животные. покупал собаку, Это не злая, животные, это животные. Кинологов интересовался, да, и я хотел кавказскую овчарку взять черного цвета. Вот, и они мне отсоветовали, сказали, что, в общем-то, и вот именно овчарками я интересовался. И немецкая, если она черная, мне нравилась немецкая, думаю, возьму. Мы тебе не советуем, потому что рецессивные признаки скапливаются, если у вас черных, по таким вещам они определяли. То есть, по-твоему, черная собака – это шайтан? Нет, не по-моему, не шайтан. Там в хадисе имеется в виду, насколько я помню, что чаще вселяется в черную собаку шайтан. Нет. То, что я тебе говорю, по поводу собаки. Нет, ну тебя то, что не удовлетворяет мой ответ, это один вопрос. Другой вопрос. Нет, это не то, что мне не... Я говорю так, как есть. Он смотрит хадис. Я же знаю, много хадисов знаю. День задаю слова. Я подтверждаю, что я слышал такой хадис, я подтверждаю, да, и когда разговор был о том, что именно в черных собак вселяется, что в черных собак вселяется шайтан, и я так думаю, что если наука, да, вот специалисты по кинологии, они выводят, что черные собаки, вот не которые там присущи всем собакам какой-то породы, какая-то определенная масть, а именно, если есть другие масти, выбираешь в этой породе именно черную, что в ней сходятся все рецессивные признаки. Вот так. Ну, и я как бы с этим согласен. И согласен с Ну, хорошо тогда. Аиса, да, один вопрос задам. Аиса. Давай. Насчет черных доберманов тогда. Искусственно скрещенная, выведенная порода. Интересно, туда они вселяются? Их надо убивать или нет? Я не зоолог, не биолог, не эколог. Я тебе отвечаю, что если этой породе не присуще, есть другие цвета, допустим, в добермане, да, другие цвета, то желательно выбирать другую собаку. Вот этой породе присуща, допустим, черная масть всегда. Да, уже никуда ты не денешься. Но вот в других видах, то что мне сказали, вот так это. Нет, ты уходишь, ты просто уходишь, надо убивать. Он говорит, надо убивать. Ты увидел, надо убивать. Уходишь от вопроса. Подожди, сейчас я еще одно скажу. До этого он сказал, если бы мне Аллах позволил, я бы их всех убил, всех собак. Почему он это сказал тогда? Я не знаю, почему он сказал. Я не слышал такого, что... Аиса, правильно, есть такой хадис, когда ему откровения не приходили несколько дней, и он попросил всех в округе собак убить, которую возможно найти. Давайте не будем фантазировать. А то, что вот общеизвестно, да, общеизвестно. Давайте опираться не на то, что придумано или где-то в шиитских. Фантазировать, да? Достоверный хадис. Да, Что да, еще? Это достоверный я же хадис. соглашаюсь, когда вы говорите. Да, я тоже слышал то, что вот достоверно что-то читал, прочитал, да, достоверных, да, переводов перечитал. А в чем фантазия? Ну, вот то, что вы добавляете, фантазия. Сказал, вокруг всех убить. Это хадис достоверный. Это по-твоему хадис. Ну, ты где его прочитал?
Слушай, где я могу прочитать? По-твоему, Бухари У тебя прочитал. есть сборники, Это книжный сборник по-твоему, Бухари. значит, это по-твоему Коран. Почему ты мне говоришь, что это, по-моему, это достоверный хадис? Я что, ученый? Я кто? Написано достоверный хадис. Понимаешь, где написано? На заборе тоже много чего В пишут. книге, блин, написано. В какой книге? Можешь ты привести? Аль-Бухари. Аль-Бухари. Знаешь книгу такую? Я знаю Аль-Бухари. Давай к этому и перейдем. Аль-Бухари самый Хадис такой, что достоверный. есть. У Бухари все достоверные хадисы. У Тирмизи, допустим, да, он включил недостоверные хадисы и прямо сказал, вот это недостоверные хадисы. Я тебе сейчас скину. Давай. Бухари, что, душан? Достоверные Кстати, хадисы. Бамба, высоты, самосален, сасуна, хазир, жинца, ну, а поймар, да, слицер, сонца, и жалдейна, замасит бакбос. Лохсонца ойл колерло дела, ма ирстухар, стадагде, на сонца, сундагде, шадало, и жал дистритон, бо обнимата. Дистритон, дала, дел, поймар, стон, хар саквалам, оссен, харжан, استقوالا بمواتهم يا استقوالا تنسقوس خم دوها اللبوت وجعلوا والتعبير خم بونوع بامر انت اصلا ولات انتنا خمسة دول هم مسلا бамба. Эла, я невнимательно тебя не расслышал хорошо. Ну, я единственное, что помню, по того времени язык, собака, вот в преданиях называется джалут. Вайбалар, джалдеца. То есть, ну, какие-то слова, язык там ближе к первоначальному языку. Есть языки, которые ближе. Нет, дело не в этом. Дело в том, как бы основа, жал дича, мы ичдука, машит бакбол, шхрлобос. Ну, дича дука, как сказка, смысл и отцец умно. Смысл дука, хакбарасом. жал дистралитан да турб да лъадми мота ну апамы дистралитан бо жал дистрал жал бо дер арстон хар сaqallan дон асан харжан истqallan дусо я сaqallan цунсани qawс хум духа ал дистрал бо жал инс хумасал до дисрах Валай, какая-то, дицер. Обычно я не обсуждаю дицер, да. Дицер, это какая-то история, все, пересказано. Давай я тебе дам один совет по-братски. Как третья персона, как свободный человек, который не мусульманин, не атеист, никто, да, как судья, прочитай Аль-Бухари и Муслим, все хадисы. Просто прочитай их потихоньку. Это физически невозможно для того, кто не изучает хадис шбат. Это очень емкие труды, это во-первых. Ты еще говоришь... Не емкие труды, там есть все как есть. Там все будут всегда. В арабском языке есть 5 миллионов слов. НАСА подтвердила. 12 миллионов. Да, кстати, 12 миллионов. Что мы взрослые люди, что уж мы... Чаук бамба, 5 миллионов альбома, 2 штука. Откровенно, я пишу. Вы взрослые люди, если мы за свои слова отвечаем, Ходи нас. Эшниш, ты сказал, посмотри, ты смеешься надо мной. Сейчас, в данном случае. Ой, как не смеяться, если ты взрослый человек, сидишь еще каким-то ученым, каким-то историком, каким-то представляешься и говоришь, что в арабском языке есть 5 миллионов слов. Приход говорят. Это ученые, люди, лингвисты об этом говорят, которые исследовали. Оксфорд. Какие лингвисты? Откровенный бред, 160 тысяч слов всего лишь там. 5 миллионов, еще раз говорю. Установлено мировым объединенным организацией ООН
семейным наследием, что в арабском языке есть 160 тысяч слов, и все, закрыли разговор. Какие 12 миллионов? Ты вообще перепутал 5 миллионов. На исламском сайте, ты можешь все что угодно. На исламском сайте, который ты прочитал, на ваших сайтах дебильных, написано 12 миллионов, не 5. Ты перепутал. Это полнейший бред русскоязычного пространства, в котором дурят вот этих всех мусульманов. И, скорее всего, ты тоже являешься участником КГБшной организации возрождения ислама, которая работала совместно с Ахматом Кадыровым по исламизации чеченцев. Ты являешься их сторонником, потому что как-никак видно, как ты маневрируешь, не являясь притом сам верующим, полным являясь коммунистом, атеистом, ты защищаешь ислам, получая из этого какую-то материальную выгоду, потому что духовно ты в это не веришь, и это видно, и не знаешь про ислам. Но у тебя есть вот эти, скажем, методичка по вилянию и уходу от вопросов религиозных и по оправданию всего бреда вот этого, что там есть. У тебя есть методичка по оправданию, ты прям их сразу выдаешь. Но сам ислам не знаешь, как и не знали все участники КГБшной организации вот этого исламского возрождения, которое при Дудаеве было в России создано, чтобы в целях одурманивания населения вот этого исламского, якобы суфийского, на самом деле, по разделению. Ну, вы огромную... Я не знаю, я просто не буду на личность переходить. Но ты, взрослый человек, сидишь и говоришь, что есть 5 миллионов, и что где-то лингвисты установили. Вообще ты несешь откровенный бред. Приходится творчеству, извини меня, но вражеские идеологии толкать яшолсага соцунцыл кау варвац, но приход элчунач отулю. Он элч арбомата 5 миллионов, да что болшолсага, он должен быть полностью отщепенцем. У него мозг вообще не должен никак размышлять, а у тебя он размышляет. Тогда остается только один вывод. Ты являешься, или, скажем, пропагандистом просто вражеского, вот этой вражеской организации. Потому что сам, видно, ты не являешься верующим. То остается у меня мой вывод, мои личные видения и точка во всем твоем сегодняшнем вот этих диалогов, ответов и разговоре, что я вывел для себя. Вот мое мнение. 160 тысяч слов установлено мировой организацией. Любой может абсолютно верное. Абсолютно верное мнение антитеррора. Не слова. Ты знаешь, в чем дело? Це мудрее, что Харьщина примерно за 2 штуки. Он может обозначать до 20-25 значений. За 2 штуки мян должен 20-25. Вот таким образом и имя ищется, да, как будто фразы, как будто... И слова. Если люди утверждают, я поясняю, что сколько склонений, 40, допустим, видов названия одного и того же животного. Льва в прыжке, льва, который в беге, льва, который отдыхает. 40 наименований этого животного. Можешь назвать их? Подожди, но это перечисли. Не могу. Нет, Аиса, перечисли эти 40 названий.
Я тебе говорю, не могу. Вот ты ничего из всего, что сегодня ты выдал, ничего не можешь ничему привести доказательства. Но уже Если бы я был бы 6-5-4 специалистом часа по ты арабскому говоришь и языку, я тебе говоришь, выдал бы. говоришь и говоришь. Я тебя останавливаю всегда и говорю, приведи довод, приведи доказательства. Ты говоришь, нет, не могу. Бамба, Тогда можешь зачем Салам ты сделать? вообще говоришь? Я не могу понять, Что- в чем смысл твоего виляния или, не знаю, гонения воздуха. В чем смысл? Антитеррор. И 20 до конца развития 25 мягко голорахсон. От этого слова оно не меняется. Это вот значение цаю. Чуть-чуть сахаречки прохистовых. И таким образом они стали, короче, в общем 12 миллионов долларов, короче. На самом деле, это отдать сега. Нет, сега, дед просто худухайон. Все дело в том, что, опять же, с Маалара, мы приходим к искусственно созданному русскому языку, в котором, соревнуясь с англичанами, у которых какое-то количество слов было, и тогда было в моде, мол, в этом языке французском столько языков, и каждый свой язык, потому что через язык распространяется культура. И свой язык в мире устанавливали, распространяли языком свою культуру. И соревнуясь с ними, русские, когда придумывали вот этот, искусственно создавали свой язык, придумывали абсолютно бессмысленные, ненужные слова одному значению. Там победил, выиграл, никакой разницы нет. Одни и те же слова, понимаешь, там. В русском языке, где достаточно, например, царь, государь, господин, князь, я не знаю, еще какие-то там. Просто одно слово хватает. Нет, они придумывали 5, 6, 7 слов, где смысл, где абсолютно одинаковый. Но вот когда ты арабский язык переводишь на русский, там, да, может быть, в русском языке ты сможешь, потому что на всех других языках русский 6-7 слов ты можешь сказать одним словом, потому что у них один смысл, потому что это искусственные, бесполезно, бессмысленно, просто так созданные слова там. Но в самом арабском языке нету столько слов, а миллионов, 5 миллионов, 12 миллионов, что я прочитал на этих исламских сайтах, это просто полнейший бред. Как можно в это верить? Какие миллион? 160 максимум, 160 тысяч слов у них. Даже в английском языке 250 тысяч. У них столько даже нету. А они на сайтах пишут, мол, знаешь, в чем смысл это? Что 5 миллионов или 12 миллионов там русских сайтов они распространяют. Типа, мол, видишь ли, вот нам как Бамба доказал это, мол, ты не можешь перевести, когда они могут переводить, когда они переводят, рубите им голову. Тогда им можно переводить. Но когда ты переводишь, а я идущий против них, они сразу говорят, видишь ли, там в арабском языке 12 миллионов слов, на каждое слово ты можешь там 12 тысяч значений привести. Для этого, чтобы правильно из 12 тысяч значений привести одно значение, ты должен быть арабом. То есть изучать ислам всю жизнь, быть каким-то хадисоведом, теологом, шейхом, короче. Чтобы ты свой рот закрыл и просто выполнял то, что тебе говорят. И осознал, что ты никогда не достигнешь, не изучишь до конца ислам. Когда ты не имеешь права даже, да, не имеешь права проповедовать на другом языке, кроме как на арабском, получается, потому что ты тоже переводом занимаешься. Ёх, бред мою. Хажан просто до того примитивный, Коранный арбому, и вообще примитивный муат больше. Вот. У них сейчас 160 тысяч слов,
там, мол, самолет, зубная щетка, там, мыло, там, все, что у этих пустынных бедуинов, которые, как и сам пророк, подтирались камнями нечетным количеством, извините за выражение, как сказано хадисов, потому что вода это редкость, и они после своей нужды подтирались камнями. Вот эти бедуины, они мыло, это вообще они даже не слышали об этом. У них настолько примитивный вот этот бедуинский вот был язык, настолько мало слов. В Коране вообще абсолютно мало слов. Это вообще самый примитивный язык в Коране. Хотя «ваказалика Бог», «в» и Бог, да. И там, и так далее, и это, и то, просто приставки «в». «Казалика», вот это, «хр» и «анзальна», «ва'даитан ликр». Так, значение, тига, хуалумду тига. Хукман, хукам. Суд там, правление, власть, закон. Говорим, раскама, так ты можешь ходить дальше. Закон, власть, правление, ударьте, да? Вот, ходить дальше, видишь, но значение там одно. Это? Антитера. Искусственный интеллект выдает современный арабский язык, как и любой другой живой язык, постоянно меняется и развивается. И количество слов нам также может меняться со временем. Однако существует официальный словарь арабского языка, известный как Аль-Мауди, который содержит более 200 тысяч слов и терминов на арабском языке, используемых в современном литературном арабском языке. Сега моду хаян антитеррор подчеркнут старый коранский арабский. Вот и был арабский язык на самом деле, и старый коранский бой. Сега монголы, когда они завоевали. Да, они слова крали, все хавали, да. Магриб, примерно, Алжирия, Тунизия, Цейр почти что одол дешниш. Арабизировать, типа арабский дешниш, до Ливии то же самое, Египет то же самое. Во-первых, литературный язык – это уже под кораническим языком считается. То есть все правила арабского языка исходят из коранического языка. Абсолютно не так. Абсолютно ты можешь справиться, подожди, не перебивай. Ты даешь абсолютное непонимание и незнание религии. Для Корана именно используется отдельный вид чтения, называется таджвид. Никакого отношения к арабскому языку. Никакого отношения к арабскому языку. Подожди на секунду. Никакого отношения к арабскому языку Коран не имеет. Там огромное количество сирийских слов, так как это Коран является христианским библейским апокрифом. Это книга и писание, украденная у сирийских христиан от апокрифов, которые не вошли в Библию. Это христианская книга, и рассказывается тут об Иисусе. Бамби, ответь на последний вопрос напоследок. Аллах может создать камень, на секунду, сам не может поднять. Дом Румата. Это евангельский вопрос, я смотрю. На секунду. Дом Румата. Дом Румата. Секунду. Подождите. И насчет вот этого... Дай микрофон. Мусара Дамаев. Насчет Мухаммада. Вообще-то это и не имя собственное. Это просто обозначение Иисуса, хвалимый. Мухаммад на самом деле это не человек Мухаммад, а Иисус. Тут говорится об Иисусе. Ахмад и Мухаммад. Это обозначение Иисуса.
Это книга, украденная у христиан, которые не были согласны с тем, что Иисус является Богом и считали его посланником, последним посланником, печатью пророков. И Мухаммад значит хвалимый. Говорится, обозначается тут об Иисусе. Антитеррор. Это Коран, что насчет типа и Мухаммад Голчуш, Жуктигла, Тестекла. Если все бош, короче, если шут я так, это синоксу. Типа Мухаммада никто не учит, как бы Мухаммад говорит только то, что Аллах ему велел, или это что, и Мацуд Хайон или Хазион, это. Хаза, они говорят, что его учит какой-то, типа иностранец, но это не так, типа, мол, это Аллах его учит. Он же не разговаривает на иностранном, он араб, а как его может учить иностранец, типа? Да, они обвиняют меня, что я всего лишь ухо, а я не ухо Бог, чтобы где-то он подслушал эти вещи уже. Мы слышали от христиан арамейских. Да, должен он. И Гучуэллы его спалили, короче, его жукти, кестеколы. Они, короче, царь Амош холосыны. Тасовым что и насчет, короче, муху, алдиес. И я читать Цугенейшн, когда нужно было какой-то шорт. Вот, спецоперация Ютия Мацун, чтобы добить вот этих римлян, которые жикти Хизуш, чтобы выгнать их, наверное, вот этих будулаков использовали, но что-то вышло из-под контроля в итоге. Это, скорее всего, что прослеживается у меня мысль, что и царин спецоперацию Равинч Бац, царь придумательный ислам, и Абдуллахши, Бедуинш, римляншин, ты хатуши, кочер бывает. Я тоже так думаю, Бадыкала, я не уверен, но вероятно, что там было, что или не рассказано. Да, наверное, они видели, насколько дебилы вот эти бедуины. Решили, давай-ка сейчас вот эти вот дебилов мы направим вон туда. И Бамба вас антитеррор, он не поймет твой дичник. Он дицерх, он дицерх. Сунде или цинг хадиш, просто прочитай. А хадиш на тафсир диез багат, а тафсир на тафсир диез там. И тафсир диез. Это бесконечно. Хадис это хадис. Там ба ца ош хозда ца книга целая Бухари хадис Сахих Бухари целая книга глава месячных, и он тоже можно читать. Чувак, ты духовший. Ночи Аллаху. Ты не только одобряешь, ты согласен, и Господи, помню, я зинок юмелок даже ой, ночь шлях вот пакобар, Аллах юмель. Ты чувак, ты где шить просто? Ты забор мояцы. И вот в чем проблема, вот самая большая, единственная наша проблема в том, что война и цеешь. Коран дешеватер, Коран что абсолютное незнание религии, абсолютное незнание Корана. Они делают все, чтобы мы не знали эту религию. Они придумывают все, что угодно. Представь, 12 миллионов слов в арабском языке ставятся на ящик, до того примитивный вот этот племенной язык мы будем на самом деле. Абсолютно ничего там сложного нету. Это Африки, возьми там любое племя, которое даже у них откровенно не будет слова штаны даже. У них штаны слова нету, майки, футболка слов у них нету. У них одно покрывало и все, там кушать, есть, бегать, небо, земля. Все, заканчивается арабский язык. Какие 12 миллионов слов? У племени, пустыни.
На арабском примерно она микроволновка, холодильник, машина. Спроси у любого араба, то либо он тебе на английском, либо на французском ответит. Технические термины, которые появились позже. Бомба просто осмала. Если вы, что обозначает шланг на немецком, знаете? Просто обозначает змея. Ты нас не слушай, о Боже, тише, не верь нас. Просто прочитай для себя чисто. Как я сказал, как третья персона, просто прочитай, зачем дыши, так. Слушай, я прочитал то, что вы и читали. Но дело в том, что переводы, да? О религиозных переводы текстах, просто. да, переводы, правильно вы говорите. Но когда мы говорим о религиозных текстах, я опасаюсь ошибиться в каких-то нюансах. Поэтому пока передо мной не будет достоверно, я возьму завтра переводы, да, у меня их несколько, и выберу тот, и отвечу вам на вопрос. Вердуй, так что я не вижу никаких проблем, чтобы... Хорошо. Бомба, смотри, Аль-Бухари, Муслим, это самые достоверные два источника. Если у тебя есть сомнения, то возьми тафсир. Язинок тафсир из лица. Он подтверждает просто то, что там написано. Завтра мы проверим. Я о чем хочу сказать? Да, Аль-Бухари, все достоверные хадисы, да. Но я вам сказал, помимо Аль-Бухари есть еще Тирмизи, Табари, Абу Дауд, Давави, еще хадисы. Самые авторитетные еще. Да, Бухари считается самый авторитетный, правильно вы говорите. И Муслим тоже. Я не знаю сейчас по поводу Муслима, да, но скорее всего так оно и есть. Муслим это его ученик Бухари. Нет. Муслим раньше даже собрал, чем Бухари. Нет, Бухари первый собирал вообще-то. Муслим это ученик Бухари. Я знаю ислама, да. Ни один человек до Бухари не собирал хадисы. Если собирал, назови мне один источник до Бухари. Вот есть Сахих Бухари книга, назови мне одну книгу хадисов до Бухари. 700 тысяч, думаешь? Он собрал 700 тысяч хадисов. Ты ее не зовешь, я тебе говорю, я знаю ислам от А и до Я. Муслим является учеником Бухари. Нет, в ислам дине асует вообще кейс валар или сомневаться в моих словах, это ерунда вообще. Я просто искусственный интеллект ислама. Я знаю ислам от А до Я полностью. В любом аспекте. Любого ученого, любого шейха могу просто раз на раз. Самый ранее считается Сахих Хамами Мухаби, считается, что он ученик Абу Дарды. Мечай сборник. Да я сейчас забил в интернет, вот и все. Я сдавал Бухари у первый собрать. Никакой сборник до Бухари у нас нету. Если Бухари бы собрал бы только это, да, то дальше после него как бы посчитали, да, что собирать он самый достоверный и самый всеобъемлющий. Смысла не было. Все другие, в основном, они его или то он из этих тоже брал, да, все другие более ранние, но не настолько полные, как у него. Кусочки Галатига, это не было... Вся причина в том, что ислам и сегодня не закончен, не спосылаться, это в том, что, опять же, приходим к тому, что ислам является инструментом арабской империи, курайшитской империи по ассимиляции завоеванных народов и по завоеванию еще народов,
Сегодня, правда, они не могут завоевывать, они ментально завоевывают. Опять же, к этому приходим. Каждый сначала появился какой-то там вообще не сегодняшний Коран. Вот, это выпуск 1924 года. Нету на земле ни одного такого же Корана до 1924 года. Этот Коран в 20 веке вообще в Каире выпущен. Больше нету. До 746 год. Мусхаф Османа находится адуется вообще, просто Бух Байлуш Боча, просто накидывают, да. Просто да, чуман Байлу Бух Баца, но зачем ты просто так выдаешь? Бух Байл, я не могу Ола так. Если не можешь, не вмешивайся, пожалуйста. Вообще Коран начали создавать при Ибн Марване, халифе. Когда он дошел до Иерусалима, вот этих хорошо начали изучать вот этих Византийскую империю, их историю, потому что в то время уже называлась империя Священной империей, Священной Римской империей. И вот этой арабской новой империи тоже захотелось стать Священной империей, так как когда уже империя священна, управляется самим Богом, намного больше эффекта дает и распространяется, и империя расширяется намного больше и быстрее, и пропаганда очень сильно действует на разум человеческий, когда приписываешь или прячешься за Богом. Совершенно верно. Этот метод стар как мир. То есть много людей самый ключевой мала антитеррор. Самый ключевой мала. Сколько лет спустя он это сделал? Это где-то 100 лет спустя после Мухаммада. Прикинь? Точно сейчас. Доктор, ну, примерно вокруг 100 года после. По-моему, 200 лет, по-моему, даже антитеррор, если я не ошибаюсь. Ну, можно посмотреть халиф Ибн Марван, Малик Ибн Марван написать и посмотреть, какой год. В общем, он начал это, какой-то там Кораны, он всех в Багдаде тогда уже собирались люди со всей вот этой Персии, Азии, уже начали там кое-какие там, ну, там Путин волча собраться мудо, все религиоведы, там, неведы собираются, и что приказ дало, и они придумывают любую чушь, любую пропаганду, таким же образом, бой там ученые, жрецы разных религий, языческих, неязыческих, бой, халифу. Окул, дышим, давай гордево, или конкурс, что там начали придумывать Коран. И этот Коран придумывали, потом приходил новый халиф, и он был уже, ему не нравилось то, что до него придумывали. И он переписывать заставлял, уже новый раз, еще раз собирал и под себя писал. Потом другой халиф был, тоже под себя. Потом придумали хадисы еще дополнительно. Потом эти хадисы еще дополнительно придумали. Потом, помимо хадисов пророка, в кавычках, уже начали вот эти мазхабы. Потом шейхи, ученые. И эти шейхи по сегодняшний день дают фатвы, то есть выдают аяты. Фатвы, хукам. Понимаешь, тебе, живущему здесь, чтобы узнать, разрешено ли тебе или запрещено что-либо, оказывается, недостаточно взять и посмотреть в Коране, можно тебе это сделать или нельзя. Взять хадисы и посмотреть, можно тебе это или нельзя. Тебе надо отправить вопрос вон в Мекку, арабскую Лубянку,
на второй этаж. И он тебе выдает, можно тебе или нет. Представляешь? Ты настолько ментально добровольный раб. У тебя нет духа отвечать за свои поступки. Понимаешь? Ты хочешь свалить ответственность за свои поступки или за свое решение на араба, хали, там, шейха, или на Аллаха, или на еще что-то. А сам принять решение, поразмыслить аналитически, критически, посоветоваться. Свободным, как свободный человек, как был свободный, как были всегда чеченцы, до вот этого Кадырова Рамзана, который окончательно исламизировал нас. Наши предки держались до 19-20 веков, не давая этой исламской чуме заползти на нашу землю. Наша земля оставалась священной до 19-20 века. Наши предки стояли и проливали свою кровь, не давая этой чуме заползти на нашу землю. До Дагестана они дошли 800, 700, 900 лет назад, эти арабы, и забирали их женщин в себе. Построили там мечеть, которая уже 800 лет уже, мечеть в Дербенте стоит. Они настолько близко подошли, но мы, представляете, до 19 века нету ни одной мечети. И то она построена русскими в Грозном, как и первая церковь, когда уже вот эта русня религию начала там распространять тоже. Ну, они тоже знают, Третий Рим называют себя, величат себя. А Рим, как мы знаем, я даже в большинстве, вот сегодня в истории рассказывают, что в христианстве там римляне там преследовали христиан в начале и так далее. Если даже было так, я больше уверен, что это, чтобы распространить эту религию, они сами, вот эта империя, они посчитали это выгодным. Но это мое мнение. Таким образом, они же Третьим Римом, Россия, Русня себя величит, да, называет. Так они знают их историю, знают их политику. Хоть мы считаем их тупыми, вот сейчас в Украине тоже вижу, их считают очень тупыми. Я считаю, это большой ошибкой недооценивать их. Это очень коварный и подлый враг. В подлости они превосходят всех и все страны на земле. Они очень в негативных качествах, животных инстинктах человека, они очень хорошо мыслят. На благородных качествах и в развитии, в науке, в цивилизованности, когда мы их считаем тупыми, это не значит, что их стоит недооценивать в подлости. Они очень хорошо знают вот эти темные стороны наших человеческих душ и очень хорошо умеют пользоваться этим. Поэтому я считаю это ошибкой недооценивать их и считать их какими-то колхозниками тупыми. У них есть история, у них есть информация, у них есть Кремль, у них есть источники, архивы. Они не такие глупые, как мы думаем. Но в технологичном плане, конечно, они всегда отставали и отстают. Но это они дополняют вот этой своей подлостью, подкупами, шантажом и так далее. Вот и что имперский амбиютериз, но представь, что должен мяч дать ночи латте. Тогда представьте, насколько держались наши предки. Кстати, я проверял. Эльчина, ассоциацию я проверял. Но Кулеха у нас действительно, прикинь, нету. Да.
Да. До 1700 цаладинга. Ни одного Это птицалец, лом халабан, войнах, это баунш шашей, зломаше, амаиновый, и да, и бьехал птицалец. А вот и Чан датует на дитрур. Чан датует то просто. Твой там бог, да, стяга, першка, да, войдаешь, куан галак, амел, да, цитя. Вы, представь, зутри дабл мобиесацу, нохчи чуваши, зут даял, представь, да, что юаца, халифа, даяет, арбочин, даяйч. Представь, что юртар, что нюхер яхкана, война, что зутри арбомах, да хажиш, это, представь, доллар, жизни никогда ты не должен модаться. Следующий, потомственный, лейш, рабыш, болша, им без разницы там. Им даже выгодно вот этот ислам, потому что неимение истории, они дополняют исламской истории, нашей истории, или у них уже автоматически появляется какая-то история, понимаешь? Ой, хилая история, ой, я и история. Нам это абсолютно никакой выгоды не несет. Им одну выгоду она в этом хотя бы, может, несет. А нам никакой выгоды, только негатив, только минус. Полностью уничтожение национальной самоидентичности. Если чеченец не свободен, на ментальном уровне имеется в виду, так-то он может быть закован вот эти в кандалы и быть свободным. На ментальном уровне я имею в виду. Если на ментальном уровне при принятии своих решений чеченец не свободен, он не является чеченцем. Чеченец – это не кровь, это титул, который заслуживает не каждый. А стать им может любой, соответствуя всем качествам, которые присущи чеченцу и чеченству, так скажем. Dik eyler kızı eyler yahkan bir ahve enti terör. Is Allah dua. Разве ты дуай? Да это что? Чан нам-то сидит на антитеррор 600 лет. Просто за, блин, чубата, бля. Отцу язык был ночью, выдаешь спать. Занялся с 19 до лохон. Чан такой сюжет. Писал поймал по поводу черной собаки. А он говорит, эти сойти воли, да? И, скорее всего, черная собака, там, мама поймал, зимой шает, бедуин, шел шавиганшай, может, там покусала его черная собака. Оттуда хадис выдан, наверное, после, повзрослев, он имел зуб, наверное, на черную собаку. Да, как Хадижа, жена, которая 20 лет не давала ему жениться на другой, старше его, старуха по тем временам. И он после этого стал женоненавистником и выдавал хадисы, мол, в аду я видел ад, и там много женщин было. Ну, женщин больше было, в общем. И женщин он в исламе выставил как простой инструмент для удовлетворения мужских желаний. И в хадисах достоверно Бухари и вообще все ученые у меня вот на канале, я выложил все это, выкладывают, и каждый день, как эти арабские шейхи, ученые исламские, выдают, что женщина, даже если на там природах, если мужчина захотел ее близости с ней и позвал ее, она не имеет права отказать. Это как отказать Аллаху. То есть даже говорил, если бы Аллах разрешил или что-то вроде, я бы приказал женщинам поклоняться своему мужу. То есть полностью
в ничтожество превращена женщина в исламе. И, скорее всего, таким образом, если какой-то негатив в отношении чего-то он выдавал, мы можем как-то логически выкладывать, ну, свои догадки, ну, руководствуясь логикой, выводить решения и выводы делать, что, скорее всего, какая-то обида у него была, потому что это был очень обидчивый, обиженный сирота, озабоченный, властолюбивый, безжалостный, злой, коварный, подлый бедуин. И в этом нету никакого сомнения. Чтобы удостовериться этом, достаточно изучить его религию. Если он существовал, если он действительно писал. Но я, скорее всего, больше склонен и убежден в том, что он никакую религию не выдавал. Изначально, вначале как-то пытался стать царем, скорее всего, Хадиджа и их дядя его надоумили на это. Иди, ну-ка скажи этим бедуинам, что ихний Аллах тебя не спасал править ими. И посмотри, примут они тебя или нет. Те посмеялись над ним, короче. И потом его услышали, что есть какой-то там пророк и тому подобное. Пригласили вот эту Медину, иудеи. Там он уже проверили его, он не прошел проверку. И все, он грабил караваны, начал грабить караваны, получил миллиарды. Он, будучи торговцем, знал все пути, перевалы и так далее. И нападал с Абу-Бакром на караваны. И по сегодняшним меркам зарабатывал миллионы долларов. Получив такую сумму денег, он подкупил наемников и войной пошел на Мекку. То есть религией ни одну деревню он не смог завоевать. Аятами, исламом он ни одну деревню не смог исламизировать. Чисто мечом он собрал армию и так вошел в Мекку и стал там править. И после этого, как он начал править, он вообще забыл про ислам, про религию, про пророчество. Ну, наверное, может, использовал некоторые моменты для себя, как и когда захотел жениться на 6-летнюю ребенка своего друга, чтобы породниться своим вчерашним союзником, чтобы тот не покушался на него, не приходило в голову. Ну, они диктаторы, все же такие, у них паранойя, они везде видят покушение, так как они судят по себе всех, они знают себя и думают, что все тоже такие же, как они, коварные, подлые, которые ради власти сделают все, что угодно. Вот даже далеко не надо отходить. Простой пример, что он был диктатором, который абсолютно не волновался, что будет после него. Вот простой пример, если бы он был пророком, он оставил бы простой механизм управления и, в общем, власти, как избирается или как устанавливается власть. Он простой даже механизм оставил бы себя, но он этого не оставил, и по причине этого там пролились реки крови. Кто будет следующим царем? Пророк не может быть, чтобы пророк, будучи халифом, царем, перед своим уходом не оставил какого-то, не знаю, какой-то механизм, чтобы править этими мусульманами. Они же должны до судного дня, вот эти мусульман, которые они собрали, над ними же кто-то должен, а он даже не задумывался об этом и не оставил никакого механизма.
И после его смерти его жена с его двоюродными братьями между собой воевали и проливали реки крови. И до сих пор, пока англичане и турки не дали им по башке, воевали бы и сегодня. Но сегодня, наверное, я не знаю, вот это, вся вот эта денежная экономика, наверное, они богаты, сыты, поэтому держатся как-нибудь. Вахар хош маалар вайхум дичива вайхум сажиби вайхум адич. Маша нохчиш Allah der ook. En tabocha der is heel ook. Hoe gaat Allah is heel ook. En die Allah der boog dal tetwocher de Allah tei Allah adderna der hoe moogli. Mashallah nogtjes der ook is bog all God all time. I'm sorry, твои делбог дуба яхи спекуляциш ты сами демагоги даю лоцуна хотя мечтать ла илаха иллаллах переводичаны ла илаха иллаллах бусабдин шахадуйтун переводи элчан адалцыга Аллах цеюятха. Вот элементарно хуму цакиеттер ногче мартава элчи хусмадуйван Allah der элчи вайдер واتي الله او سقدر خلي سوق نقشي مرتا بوتشتيت просто фаст I'm sorry. هوني دين هنيك كان دين I'm sorry بيحكموا بيل но уже ворол сах дьючдугар эфири уже все уже зарядка доела. Теста дачинцам. Gurduwe, hadi kölschu, marsch oil. Marsch oil.